Ну что, друзья, всем еще раз привет. И Mortal Kombat 1 Pro Competition продолжается, и сейчас мы смотрим топ-8 первой квалификации для региона Западная Европа. Так. Западная Европа, и у нас сегодня будут играть следующие товарищи. По венерам вышли в топ-8 Канимани и Видеогеймс. Канимани, Видеогеймс, Йо, Хавьер и Боки. По лузерам вышли Ройтер, Лоу Коридор, Зензей и Жош ТК. Вот они, эти игроки. Интересно, что Лоу Коридор не показывается флаг, вообще он из Германии. Video Games Yo and MK Javier versus Boki of his success at UFA. Of course, и на этот раз давайте... from UFA, but I'm sure we'll get into that. And of course, that's the winner's side. Losers, we have Rothor, и в этот раз давайте попробуем составочками сыграть. Канимани, Видеогеймс, 3 сразу британских плеера топ-8, 2, соответственно, плеера из Германии, ну и по одному из Бельгии, так, из Испании и Боки, он из Австрии, получается. Привет, Владимир, привет. Ребята, я всех приветствую, добро пожаловать на стрим. И скоро начнется еще одна европейская квалификация. Напоминаю, вам формула такова, что это не квалификация непосредственно на финалы Pro Competition, а будет 3 квалификации, после которых 8 лучших игроков рейтинга попадают в финал региона, и уже победитель этого финала региона получает квалификацию на самые главные финалы. Но каждый турнир тоже имеет свой бюджет, тоже имеет свое какое-то количество денег. $2500 разыгрывается в этой конкретной квалификации. В предыдущей то же самое было. Напоминаю, что только что мы посмотрели с вами квалификацию, где выиграл Макаран, собственно. Ну и сейчас мы с вами будем смотреть квалификацию уже Западной Европы. Вообще говоря, Макаран, в общем-то, как игрок из Австрии, должен был участвовать в западной квалификации, но, видимо, сейчас он живет в Польше, поэтому участвует в восточной. Да, хоть Скарпа увидим, да. На предыдущей квалификации балл правили Бараки до Ашеры, собственно. Здесь уже хоть какое-то разнообразие в этом плане будет. Но посмотрим. В любом случае, первый бой у нас это Канимани против Видеогеймс Йо. В принципе, два достаточно сильных игрока, которые претендуют здесь на победу. Особенно Видеогеймс, и особенно там Джош ТК. Напоминаю, что Канимани убрал Ройтера, между прочим, в лузера, и Восмет Ниндзю. Что касается Видеогеймса, Видеогеймс убрал в лузера Лоу Коридора на своем пути. И, наверное, мы сейчас снова увидим Рейден Кана, собственно, как в Ну, Британия вообще-то относится к региону Западная Европа. Все правильно, если вы не знали. Видеогеймс всегда представлял Британию, и он всегда играет в этом регионе. Я не понимаю, почему у тебя ассоциация, что Видеогеймс из Америки. Никогда он не был из Америки. Единственное, что странность есть, то, что в этой квалификации не участвовал, получается, Фокси Грэмпа почему-то, хотя он мог участвовать вполне.
qualifying for finals, но тем не менее мы его trying to be здесь the world champion. не видим. You want to get into the top 8 of your regional finals, of your regional points leaderboard. So what we're doing today is да, и в турнире его не было. handing out some money, by the way, we'll talk about. То ли не захотел, то ли не смог, непонятно. Но в любом случае здесь не так-то много квалификаций, и по возможности, конечно, надо рейтинг здесь получать у всех. На всех возможных квалах. Ожидаем первого матча. Западной квалы. Канимани против Video Games Yo. Вы слышите на заднем плане, что, очевидно, там игроки уже готовятся. Мы тоже ожидаем первого матча. Because of his showing at UFA. That's the global leaderboard. So this stuff is happening simultaneously, both the global side Между прочим, and Канимани the regional side. взял второе место, напоминаю, на Ultimate Fighting арене. Это оффлайн премьер-ивент. Он тогда проиграл только, получается, Taken Master. Так что вполне возможно, Канимани сегодня есть вероятность, что и выиграет. Но не будем далеко забегать вперед. Погнали в любом случае. Первый бой. Джонни Кейдж против Руидена. Интересное сочетание у видеогеймса. Джонни Кейдж плюс Дариус. Кстати, Дариус, он так, оп, влетает. Ой-ой-ой, в угол. Ты как бы запанишил, но ножкана в тебя летит и панишит уже тебя. А за что, как бы говорится? Ну, потому что это Кану. Так, лоу поблочил. Пока спешл от Канимани. И поехали. Проджектайлы. Так. И, видите, уже второй раз уже своим шадоу-киком не наказывает видеогеймс, просто потому что знает, что ножи прилетят. Так. Пока спешл еще. Сейф. Ага. Опасно даже так покать было у видеогеймса. Оверхеды заходят от Канимани, и чуть-чуть хп остается. И очередное пока спешл, теперь уже через D3. Сейчас он будет прям напрягать своими пока спешлами. Он, в смысле, Канимани. Ой-ой-ой, ножи пропускает. Сейчас видеогеймс, но брейкер его подстраховал. Мид. Оп, оверхед блочит. Лоу-лоу. Конферм есть. Тан-тан-тан-тан. Ага. Так. Оверхед. Ну, что-то как-то пока что все плохо смотрится для видеогеймса. Трейд. Ой-ой-ой, еще один трейд. И вы посмотрите, сейчас будет этими поками напрягать Канимани. 1-0. В пользу Кани. Пока спешл решает. Что тут скажешь? Quite the beast in the competitive, especially online competitive realm over the last few years. In community tournaments, again, a lot of MK11 online. Не знаю, может быть и рискнет он его взять, но что-то мне кажется, что нет. I suppose day one in a game's like real competitive time, and he's been playing these very popular characters, right? The Johnny, and obviously the Raiden, and these are characters that have a lot of players, and I've seen a lot of people claim that. Все-таки взял, все-таки берет генерала Шао видеогеймс. Now that is obviously quite a credit when there's this many people at competitive level playing Raiden Kano. Ща покажет нам видеогеймс настоящее мастерство. Это прям сюжетное противостояние. Помните, в сюжете Райден играл против, точнее, бился против генерала Шао, чемпиона внешнего мира. Тен-тен-тен. Окей. Бам. Хорошо, топор ставим. Оверхед поблочил. Еще одно пока спешл от Канимани, но арморчик, да, топор достает. Топор это я для краткости говорю, потому что слово секира выговаривать не так лаконично звучит и долго. Ага, засейвил. D3, джейлит, господи, Канимани. Так, далеко. Понял, что опаздывает. Кстати говоря, Дариуса тоже сменил видеогеймс на Сарину. Что интересно. Интересная команда. Так, пока спешл, пока спешл. Господи, такой, знаете, своеобразный миксап с пока спешл. Пихнет ли он после поки спешл или не
пихнет все-таки после поки спешл. Вив паниш есть от видеогеймса. Так, и дожимает, да. Достал. Он очень терпелив. Паниш, ага. Хороший паниш через апперкот, потому что там ножи в трейд летели. Оп. Разочек назад, хорошо. Лоу. Напоминаю, что бумеранги с арены небезопасно пихать против Рейдена, у которого есть лоу-лоу стартер, который прекрасно работает. Ой-ой-ой, брейкер, да, надо отдавать, конечно. Так, еще оверхед. Еще оверхед. Ой. Пока спешл ждет. Видеогеймс, но Канимани такой миксапер, мастер миксапа. Так, вот она пока спешл. И еще оверхед заходит от Канимани. Угол. Ну, очень терпелив видеогеймс, конечно, очень терпелив. Вот, господи, брейкер отдает Кани. Так, чуть-чуть КП остается, но фаталблоу готов. И вот он фаталблоу, да. Лоу-лоу ФБ. Дожимает Канимани этот раунд. Да, те самые миксапы МК1, легендарные. Что он сделает после поки? Может быть еще одна пока? А может быть он доконфермит пока спешл? А может быть он ничего не сделает после поки? Ну, как бы сиди, угадывай. Так. Ой, найс, отличный армор сейчас был от видеогеймса. Он, видите, именно после ядра в блок сделал. Аверхед заходит. Ага. Так, протаскивает он своего оппонента в угол. Лоу-лоу паниш. Да, нельзя так делать против Рейдена. Ага, справедливый паниш от Канимани, еще и оверхед на поки. Ой-ой-ой, лоу пропускает. Боже ты мой, как пропускает видеогеймс. Брейкер отдает. Так. Оверхеды. Лоу-лоу, о боже ж ты мой. Так. Нет, не хватило, у него метра не было. Так. Оу! Оверхед заходит. Тихо. Еще оверхед заходит. Вау, это камбэк от видеогеймса. И лоу-стомп. Два оверхеда, лоу-стомп. Все съел Канимани. Все. Все съел и попросил добавки. Вот это да. Вот это да. Замиксил. Теперь видеогеймс напрягал своего оппонента. Видите, не рискнул сейчас Канимани в конце там делать пока спешл, потому что Кана чуть-чуть не накопился. Если бы был накоплен Кана, он бы сделал этот пока спешл, ну и, соответственно, скорее всего, забрал бы раунд. Лалка. Ну что ж, 1-0. А, нет, 1-1. Все верно. Ограбил. Ну, такое. Ограбление по-британски. По-шаокански. Еще и благодаря тому, что на целую... Ну, очень много хп у составляющей генерал Шаукера Сарина. Видите, 1150 хп. Это просто дохренище. И, соответственно, из-за этого он может позволить себе пропускать вот эти чипы. Писмейкера покажут, ну, скорее всего, в начале февраля. Вот, покажут, ну, трейлер имеется в виду. Вот, выйдет он где-то в середине февраля. Фор. Есть. Пока спешл. От Канимани. Тащит он в угол. Лоу-лоу. Пока спешл. Куда полез?
Ой-ой-ой, и аверхеды заходят от Канимани. И еще пока спешл будет? Нет, не стал делать. Ну и тут чип, это гарантированно. Нет, не убил, очень много хп у генерала Шао, но все равно в таком случае. D3 дожимает, D3, D4. Сколько еще про компетишн осталось? Ну, 2 оффлайн ивента и еще много онлайн ивентов. Ага, чипуем. Окей. Может позволить себе чип поддержать видеогеймс, благодаря тому, что очень много хп у него. Так, пока спешл. Бросок, выпрыгнул из броска. Так, окей, угол. Ух, выбирается из угла. Так. Угу. О, боже мой, как съедает хит Канимани. Что это было, ребята? Что это был за бред сейчас? И раунд забирает видеогеймс. Да уж. Так странно. Онлайн на PlayStation 5. Поскольку кроссплея не завезли, то, естественно, они на самой стабильной платформе делают онлайновый Pro Competition на PlayStation. Окей. Так, наказывает, да. Это ансейф. Это ансейф против Рейдена, причем ансейф по полной программе наказывается. Еще и Кана. 400 сносит Канимани. Найс комбат. Так, топор заряжает, поехали. Ансейф. Ой, не поверил в свой паниш сейчас Канимани, не поверил. Окей. Так, еще лоу-лоу. Чекуем. Это Западная Европа, из наших никого нет. Наши уже отыграли. Так. Достает одним хитом. И еще одна пока спешл. Решил лезть в видеогеймс на этот раз. Бросок назад. Окей. Ой-ой-ой, апперкот. Хорошее решение, кстати, от Канимани. Так, найс. Брейкер отдает. И это территория фаталблоу. Территория фаталблоу. Аверхед заходит. Тихо. Пиксель остается. Ой-ой-ой, брейкер. 4 секунды. 3 секунды. 2. И тут уже никак нельзя было. Времени не было. Бумеранг возвращался, поэтому это 2-1. Ну что, еще бой отыгрывает генералом Шао видеогеймс. But that went all the way full screen, Нормально. as far as possible. But you know, I love that though, because again, what is one thing that makes Raiden such a strong character in this game, especially when you pair him with someone like Kano, just how much scarier the teleport becomes. Хорошо. It's so common that we see Raiden players, they'll do like knives into electric fly or knives into teleport, and even though Канимани играл с флагом Турции, потому что он как бы родом из Турции. Поэтому он играл. Если вы заметили, то на Ultimate Fighting Arena очень многие игроки, как и на других европейских турнирах оффлайновых, очень многие игроки брали флаги то Африки, то Ближнего Востока. Это неспроста. То есть это они показывали, они брали те флаги, откуда они родом, какие корни они имеют, потому что это своеобразная, так сказать, поддержка в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, короче говоря. Своеобразно. Но поскольку географически он находится, Канимани, в Германии, причем живет там уже давно, поэтому здесь он, как бы играет с флагом Германии. Так, покает. Лоу, даже лоу заходит, и как же напрягает этими стагерами Канимани своего оппонента. Так, пока спешл. Все, видеогеймс не полез. Еще Кана накопился уже у Канимани. Ага. Ау, не запанишил, не долетел Суперменин сейчас. Бросок. Окей. Какой еще Рахмет? Ты вообще про чё? Так. Ну что, 10 секунд остается. Ножи. Ой-ой-ой-ой-ой. Брейкер. Интересно, смотрите, Брейкер не стал отдавать видеогеймс. Решил отдать раунд. Так.
Все, лезть не стал. Ага. Летает. А кто такой Рахмет? Меня зовут не Рахмет, если что. Что это за... Лоу-лоу. Заходит, набейтил сейчас Канимани. Окей. Пока спешл. Нет, не лезет видеогеймс. Так, аверхед. Еще раз. Свип достал уже в прыжке. Рахмет сказал спасибо. Понятно, не знал. Ну, мне просто, я просто и не должен был это знать, я не знаю казахский язык. Ой-ой-ой, бросочек вифнул Кани, и за это получает он наказание справедливое. Ну что, пока спешл еще, чипуем. Так. Бросок и найс. Отлично, отлично. Этот бросок микродакнул сейчас Канимани и отличный паниш. Ну что, 2-2. Ну что ж, прочитано, Кани. Решающий. Но каждый бой, знаете, такой очень-очень близкий. Как же видеогейм все-таки напрягает своего оппонента, это прям видно. Но и Рейден это не тот, знаете, персонаж, который, за которого надо жаловаться, что его кто-то там напрягает. Рейден сам всех напрягает. And Kanamani VGY definitely some of the best players in EU West for sure right now. Well, you can see that in how close this is. Again, Kanimani has won or got second place at a couple of the biggest defensive we have had. Да, опять шутки про то, что я казах, капец вообще. Я не понимаю, с чего люди берут, что я казах, и так далее. Вообще никак не связан никогда с Казахстаном. Никогда не был связан, и непонятно откуда вот эти все российские высказывания, не понимаю вообще. Абсолютно. Лоу-лоу. Ах, нет. Так. D1. Оп. Кстати говоря, Кунлао. Так. Кунлао взял все-таки видеогеймс. Ну не знаю. Мне кажется, Сарина игралась нормально. Ой-ой-ой, хороший парень, шот Канимани. Погнали. Напрягает он в углу. Бросок. Чуть ли не первый раз вообще бросил сейчас Канимани. До этого вообще не бросал. Ой-ой-ой, Лоло заходит. Так. Показ... нет, не стал фокус спешл делать. Аверхед. Господи. Миксап по Рейдену. Так. Убирает ассиста. Тихо. Очень опасная ситуация. 15 секунд остается. Сейв. Найс армор! Тихо. Ой-ой-ой, апперкот! А там Кана-то не было! Кана не было у Канимани! Видеогейм смог уже убить! Но дожимает так. Господи. I almost wonder if VGY miscalculated how much bar Kanamani had, because he actually wouldn't have built a breaker in time if that was matchpoint для видеогеймса. That was just again, just respecting Kano, always respecting Kano. Yeah, just in case. Oh, I've never seen that move raw trade before. Сафирот, а ты в зеркало тоже посмотри, может быть, Гитлера увидишь. Тоже на правах шутки. Может, на фашиста похож. Ой-ой-ой-ой-ой, нож прилетел сейчас. И есть конформ этого ножа. Так. Ага. D3, джейлит. Обратите внимание, как Канимани очень редко, но метко бросает. Все, перетерпел Канимани. Так. Пока спешл. Окей. Может Канимани еще позволить себе порисковать, потому что у него полный метр. Так. Ой-ой-ой, врывается видеогеймс и брейкер отдает. Фаталбол, территория фаталбол. Бросок. Ой, даже прилетели.
Оу. Тихо, тихо, свип. Пока спешл, чипуем. Не добил, не добил. Камон! Чип не добил, друзья. Просто лав. Вот это да. Видеогеймс хайпово закомбэчил. Жесть. Просто жесть. Как же не начиповал победу сейчас Канимани. Просто вот такой пиксель остался у генерала Шао. Вот такой. И все равно не начиповал, не смог начиповать победу сейчас себе Канимани. И, соответственно, он спускается в лузера. Да, вот это было забавно. Очень даже забавно. Not only is it better than that, but it's also just like a strong hitbox that you can put out that's not putting your hurtbox into play, and he used that in footsies so well. Exactly, and that's the sign of someone who's put a lot of hours into this character, right? Because that's the name of the game. Да, генерал Шао зарешал, но каждый бой здесь очень тяжело давался видеогеймсу. И в итоге 3-2. Очень близок был Кани к тому, чтобы забрать, но чуть-чуть не хватило. Просто пикселя не хватило на самом деле. Really able to make the most of it. And Kanimani, we gotta say, I mean, GG's, of course. Not the last time we'll be seeing him today. Definitely a player I do expect to have микродак сейчас был от Канимани. Он так несколько раз микродакнул. И вот он, тот самый момент. И как же видеогеймс вообще все перетерпел. Хватило же у него терпения, знаете, не лезть ни в первый раз, ни во второй, ни в третий. Он прям видел, что у него ХП достаточно для того, чтобы выжить. Ну что, великолепный бой мы увидели. Versus Boki, the Kung Lao specialist from Vienna, Austria. Ну что ж, а у нас впереди следующий бой. Это Хавьер против Боки. Хавьер известный нам игрок из Испании, игрок за Скорпиона, соответственно. Чистый блок был, да. Молодец, видеогеймс. Хорошо зарешал. Фокси здесь не было. Что странно, действительно. Это тот самый Хавьер, да. Ну, он как бы бахнул Соника, конечно, но это надо понимать, что это было все-таки онлайн, и поскольку это было онлайн, там сложно сказать, насколько он типа силен, чем Соник и так далее, потому что все-таки надо понимать, что между ними целый океан, и там очень лагучий. Онлайн у Mortal Kombat 1 и так, ну, не очень хорошего качества, скажем так. Но тут еще и добавляется то, что между ними там расстояние в десятки тысяч километров. Вот, и, соответственно, Sonic Fox потом в Твиттере после того боя писал, что, ну, там, естественно, соединение не лучшего качества было, вот, поэтому, собственно, он не мог показать все свои лучшие игры. Ну, по крайней мере, так написал. Вот. Там уж решайте сами, так сказать, что это оправдание или действительно онлайн помешал. Вот. Ну, Соника понять можно, естественно, что когда проигрываешь из-за лага, то, конечно, жалуешься на лаг, это естественно. Но, с другой стороны, он знал, на что шел, когда соглашался на такие бои против европейцев, естественно. Ну что ж, мы ожидаем следующего матча, следующий полуфинал Венеров. Да, Хавьер, он убрал, между прочим, на своем пути Фапса. Что же касается Боки, то Боки убрал Джоша TQ на своем пути. Джоша TQ из МЗ. То есть, Джош TQ, в принципе, это тоже один из фаворитов этого турнира, поэтому раньше времени сбрасывать со счетов Боки тоже не стоит.
Он может показать здесь результат вполне. Румы в МК1, да, я уже думаю, что не завезут, если честно. Ройтер, да, после этого боя. And also beat Lock Corridor, where it was also last game last round, and actually reversed 3-0. Ну, посмотрим. So you can tell this is a dude who's never out. Хавьер умеет напрягать всех своей, казалось бы, на первый взгляд, очень простой, банальной игрой, знаете, типа крутилка Скорпиона бесконечная, он постоянно ею пользуется, что естественно. Вот, то есть это такой Рейден стайл. Но это приносит хороший результат. Как правило, очень тяжело этому противостоять. Посмотрим, как Боки готов к нему. For anyone that plays even remotely high-level fighting games, you understand there's kind of a quote-unquote way you should play. But if you play by the book at every opportunity, you then become extremely easy to read and predict because, you know, if you're being too respectful, then obviously your opponent's going to walk all over you in some instances. Boki is impossible to predict a lot of the time. Гранат сразу кидает Хавьер. He really plays from the heart, but he understands the game enough that he can do it and see success, which is why we Для Кулао, естественно, Гора это, пожалуй, что единственный применимый такой, самый сильный, точнее, камео-персонаж, просто потому что у Кулао открывается вот этот вот сумасшедший армор, который с Гора не просто сейвится, дает еще и плюс, и является очень хорошим вейком. Ой, MK1PK пропускает Боки. А? Не законфермил Хавьер? Ладно. Ой, гранатка влетает, и очень удобно. Конферм у Скорпиона через двойку, потому что эта двойка, ну, далеко достает. Просто влетает сейчас гарпун от Хавьера. Ага. На этот раз не дропнул. Отлично. Все, заставляет к себе подходить Хавьер. Ага, лоу-лоу. Найс. Отличный ап-блок от Боки. Так, хорошо, 350 сносит. Оп, найс паниш! И это ФБ, это смерть. Даже не понадобится ФБ, да. Вот это камбэк от Боки. 2 камбы, и ты умер. Доигрался Хавьер в итоге. Фокси нет, не участвовал. Так. Мид? Ах, не продолжил Хавьер, не продолжил. Ага. Так. Все, не стал лезть теперь Боки. Каждый своим камео машет. Окей. Ой-ой-ой, как опасно сейчас Хавьер делает. 2-2, 2-1. Так, прессинг, лоу-лоу, миксапчик от Боки. Бока спешл. Засейвил. Тоже очень удобно сейвить при помощи страйкера. Брейкер отдает. Боки. Так, лоу-лоу. Это, знаете, то один, то другой заставляет охотиться буквально друг на друга. Подходить так. Куда полез? Куда полез? Хочешь наказать дайв-кик? Да не тут-то было. Гора засейвит. Ревайнд не в Европе живет. Ой-ой-ой. Ах, не достал. Почему-то не двойкой. Хавьер двойкой бы достал на конферм. Но, тем не менее, все равно. Так, почти убивает. 1 пиксель остается. Оу, телепорт. Ага. Возминатор никуда не делся. Он живет в Австралии и играет в австралийской квалификации. Так, плюс. Аверхед. Так. Так, миксапчик пихает сейчас Боки. Ударный. Прессинг. Пока спешл. Гранат. Куда полез? Так, так. Оу, армором врывается, но где же Гора? Нету Гора. Окей. Осторожничает.
Ну, Боки тоже не слишком... Ох. Избежал все-таки этих гранат сейчас Боки. Это было очень опасно. Лайфлит на стороне Боки. Ой, третий удар пропускает. Паниш. Боки осторожно. Время сейчас работает на него. Так. Now it's kind of dangerous for Javier to continue playing this style, but you can tell he just wants one spear and he does it. Не лезет. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, опасно. Тихо, тихо. Армор мимо пролетел. 5 секунд остается. Лайфлит на стороне Боки пока что. И дожимает Боки по Лайфлиду, по таймеру. Ну что ж, 1-0. Интересно, что в последние там 2 секунды именно Боки пытался так идти вперед. Хотя у него уже на тот момент был Лайфлит. Force the match to be played at a million miles an hour if he can. And these players, they both play Combat League. У Австралии своя квалификация, свой квал, поэтому возминатор в Австралии. Ну там ему нет конкурентов, я думаю, что там даже... Я думаю, что вы даже не вспомните ни одного австралийского игрока, кроме возминатора, который бы хоть что-то показывал на международных турнирах. Так, о, наконец-то поки-спешалы поперли от Хавьера. Оп, апперкот. Влетает. Ага. Yeah, we saw Javier play at UFA. It was almost non-stop, just like, you know, mid into spin into grenades, and yeah, this time Low. Oh, no down two even. Okay. Не полез Боки, хотя мог, в принципе, попробовать. Гора, мимо. Ой-ой-ой. Хорошо, достает сейчас все-таки. Домиксил Боки. Бросок куда? Гранаты. Гранаты страйкера. И врывается армором Боки. Нейтрожаб заходит. И найс конферм. Ага. Окей. Хороший. Так. Ну что ж, это по сути территория одной комбы для Хавьера. Он может камбэкнуть, только надо разок достать. Ой, как же он ансейфово с такой дистанции пихнул гарпун, и Боки тут же наказал. Страйкер не успел свои гранаты выкинуть. Actually, this is a really interesting match to talk about. I was talking before about how he will be very hard to pin down and everything, but he does understand the game. You know, he wouldn't be playing at this level if he didn't. So when you are basically playing against his normal style. О, постреливает, и вы посмотрите, с фуллскрина гарпун достал. Он достаточно быстро, кстати, у Скорпиона. Да. На халяву комбу получил сейчас. Так. Ой-ой-ой, лоу. Гранаты мимо пролетели. Миксапчик, АВК зашел. Очень большой плюс. Так, лоу-лоу на этот раз. Пока спешл. И до 3GL. Ой-ой-ой, однерочка ведь зашла. Чипуем. Так. Убивай. Да. Хороший паниш через двоечку. Она далеко достает. Бросочек. Так. Опять этот гарпун пропускает почти на фуллскрине Боки. Да. Бегает от своего противника Хавьер. Да, не самый зрелищный геймплей, конечно, но зато эффективный. Аверхед заходит от Боки. Окей. Лоу заходит, и там конферм через Гора. Так. Наказывай, нет наказания от Боки. Еще чипует, D1 заходит. Тихо, тихо. Аверкет мимо пролетел, брейкер отдает Боки. Ох, начипуй.
Хорошо. You know, it's С Дизартидом Макаранта When is Javier going to stab in with something like Striker or back 3 or the Spear? When is he going to be at distance? When is Bookie going to do things like armor? You know, when is the rare risky dive kicks only come once so far? Like these individual ideas, the strategy is Хавьер, знаете, весь бой, почти что весь бой, да, отходит так назад, понимая, что тяжело к нему подобраться. Очень много терпения на это надо. So it's kind of difficult to catch things like dive kicks or advancing buttons because it's not like Javier's just jumping all over the place and teleporting. Like he's on the ground, so he can block all the time. And Scorpion's back movement is really good, and that down 3 goes really far. So I feel like it's actually harder for Bookie to find the spot. But at the same time, I think Lau is a bit more explosive. So when Lau does, Найс, достал, и есть конферм от Хавьера. Хорош конферм. Go back again. Even there, got the double spear ender and used it. И снова этот миксап от Боки. So Javier controls the pace more, but Boki has more potential to run away with it if something starts going his way. Осторожно, так подходит Боки. Найс, хорош, как армором врывается. Блин, ну сорвал камбук. Все-таки Боки. 4 джейл, мид 4 и чуть-чуть хп остается. Поджигает. Вроде бы мимо уже пролетели, да, гранаты? Да нет. Найс, хорошо врывается снова Боки, но у него, видите, не было гора еще накоплено, поэтому он не смог скомбить. Так. Хорошо. Залоу профайлил эти гранаты сейчас при помощи D4. Боки. Да, не гранаты, да. Там дот дэмэдж зарешал. Оп-оп. Так, D1. Пока спешл. Гранатки. Хорошо. Так. Найс, армор. Но сейчас можно было город засетапить. Ой-ой-ой, дакнул, тихо. Паниш, конечно, конечно. Заранее наконфермил сейчас Хавьер. Ну, собственно, за это и получил. И вновь на фуллскрине пропускает гарпун Боки. Оп, 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 оп. Так. Посмотрите, Боки врывается в очередной раз, кстати, через все эти, через гранаты и армор. Зарешал, но гора не было. Гора еще нет. Вейкап уже от Хавьера. Аверхед! И он вызвал гора, кстати, и который на себя гранату взял. Поэтому, видите, очень долго рекаверится. Сейчас граната и есть конферм от Хавьера. А почему не продолжить? Почему не продолжил комбо и не убил Хавьер? Да ты что? Так, D4, бросок. Равная ситуация. Гора наконец-то накопился у Боки. Как и Страйкер. Так. Угу. Мимо. Ой-ой-ой-ой-ой, хит пропускает Боки эту крутилочку, и это 2-1. Вот это да. Да, на Ситрион, на зоне Ситрион смотреть. Ну, да. Наверное, если бы Ситрион была, наверное, за нее бы играли. На зоне прессинг. Привет, ну что ж, 2-1. Постепенно, просто Хавьер еще ментально как бы напрягает своего оппонента. Ментально в каком плане? Что он заставляет постоянно своими пассивными действиями, испытывает терпение оппонента. О, еще и стойку переключил там Боки, лал. Ага, пропускает Хавьер. Так. Реджейл, бросок. В угол. Окей. Найс антиэр. Не стал супер апперкотом продолжать. Слишком жирно, 2 метра стоит.
Вив паниш, хорошо, выпрыгнул сейчас Боки и при помощи дейв-кика за вив паниш. Так. Хорошо, угол. Так, оверхед пропускает Хавьер. Еще один оверхед. Ну так, простенько, но все-таки миксит Боки, и все-таки эти миксапы работают, так или иначе. Ага. Это вот по поводу бесконечной арены, это вот, помните, как в Mortal Kombat 9 все кабал-плееры брали арену на крыше, потому что она была самая длинная. Так, хорошо. Оп. А, не продолжил? Ладно. Аверхед поблочил. Миксапчик. Попер. Так. Бросок не рвет Хавьер. Но это территория Фаталблоу, тем не менее. Понимает это Боки, поэтому очень осторожен он. О, бросок не рвет Хавьер, и это 2-2. When Javier has the life lead and he's playing at the pace he's been playing, there is a reason for that. Nice. Because when Boki has a good round, it's a quick match. Like that can just be the snowball nature of this team. Ну что ж, и мы снова увидим счет 3-2. Правда, в чью пользу. Хватит ли терпения, знаете, у Боки? Вот в чем вопрос. Терпения здесь нужно много ему. Happen with the match. And now we go into our second game 5. It's like shades of EU East. Let's go. You love to see it? Well, as the viewer, you love to see it. As the players, man, it's tough. Especially with the style that Javier plays. Привет, Алексик. It is mentally tough to be consistent about that. Броски не рвут игроки. О, армором врывается, но Гора не закомбил. Так. D4. Так, микс. Ох, не стал угадывать этот микс Хавьер, просто армором втаскивает. Ага. Еще один миксапчик. Так. Ой-ой-ой, флаус-блок есть, но последний удар все равно пропустил хит. Опять! Просто в очередной раз с фуллскрина гарпун залетает от Хавьера. Ой. Кстати, ну, гарпун у Скорпиона, он достаточно быстрый. О, врывается, но гранаты страйкера. Все засейвили. Аверхед поблочил. Так. Ой-ой-ой, не доконфермил. Шляпа вниз влетела. Матчпоинт для Боки. О, боже, что мой. Забавно. Так. Просто опять. Ну, пацаны, просто опять этот гарпун с фуллскрина залетает только так. Ой, долбануться можно. Ага. А чё, устал-то? Это его первый бой. И уже устал. Так, арморчик? Нет, все. Хавьер перетерпел. Пока спешл. Так. Найс, убирает страйкера Боки. Антиэр, нет, не стал рисковать. Конферм. Хорошо. Найс. Я думал, сейчас тагерить будет Боки, но нет. Да-да, 16-кадровый гарпун, пацаны. Наслаждайтесь. Бросок. И чуть-чуть хп остается у Боки. Аверхед! Но брейкер! Брейкер есть у Хавьера. Конечно, надо отдавать. Лоу-лоу! Пропускает Боки. Матчпоинт для обоих. Так. Так. Ой, двойка зашла. Засейвись. И готов к этим гранатам. Ой-ой-ой-ой-ой. Запорол камбу Хавьер. О, этот Хавьер Боки. Запорол камбу. Ага. Когда выпрыгивает Кунлао, я...
Хорош. Но так опасно прям лезть. Вот куда-то. Вау! Достал Гора. Так. Ну что, решающий момент. Снова гарпуны. Мимо! Все 4 персонажа на экране сейчас были. Ой-ой-ой, конферм! Так. И 4 фаталблоу всаживает Хавьер. Это еще, конечно, не смерть, но ситуация сейчас будет опасная. Так. Граната! А, попала! О, боже ж ты мой, как же обидно проиграл сейчас Боки. Ну что ж, Хавьер 3-2 забирает этот бой. Напрягал Боки весь бой, просто весь бой. That's the beauty of fighting games. We often get to see it, and ну и таким образом we get to see it at a very high level. But I mean, I love the awareness from Javier, right? To be King Power, куда можно писать? Да куда угодно, можешь в ВКонтакте писать, можешь в Телеграме писать, можешь в Дискорде писать. Так, ну что ж, очень близкий такой бой вышел. Повтор смотрим. But what a set. Another back-to-back game 5, but this one, definitely much more of that, like you were saying, right? That exact opposite style of just clashing head on. And of course, Boki now going down to that loser's bracket. Нормально. Бой забавный был достаточно. Хоть, конечно, Хавьер, ну, такую скучную все-таки игру ведет, да? Но, видите, он как напрягает своего оппонента. И вот последний такой. И тут, да, телепорт зашел. Ну, телепорт, там еще и гранаты летели, ну, то есть там, да, тяжко было. Ну, а мы переходим к сетке лузеров. Ройтер встретится против Лоу Коридора. Лоу Коридора наконец-таки поставили этот самый флаг Германии. Ройтера, напоминаю, сбросил в лузера Ханимани, а Коридора сбросил в лузера Video Games Yo. Four of the top 8 today, because 4 of our players already have leaderboards, leaderboard points, sorry. Yeah. Because 4 of these players got top 8 at UFA. Соответственно, победитель выходит в четвертьфинал лузеров против Боки. Unless you've literally won the event, probably isn't enough to get you secured into the finals, and there's not an absolute. Да, довольно так забавно получилось. Бой был довольно забавный, довольно смешной. A lot of the community can play in them. So any points that you can get is gonna help you in the long run. Because how many times for various fighting games that have had a point leaderboard style do we get to the end of the season and someone Ройтер, да, это тот самый Ройтер, который играл за Рэмбо в Mortal Kombat 11. Показывал чудеса Рэмбо. Итак, погнали. Рейден. Рейден против Рейна. Ройтер, игрок, играет за Рейна здесь. Уже привычная нам картина со стороны Лоу Коридора, то есть Рейден плюс Кана. И сразу же начинает Ройтер очень активно, и ой-ой-ой, ошибается Лоу Коридор, есть паниш. Ага. Так, портал ставит. Сетап с порталом и бросок. Так. 1 пиксель остается у Коридора, но тут такое вряд ли можно камбэкнуть. Оп, Пока. Конечно, конечно. Так, хорошо сбил. Ножички. Лоу, аверхед. Хорошо. Так, аверхед поблочил. И тут же армор от Ройтера. Так, на East Coast Throwdowne Sonic Fox показал, что Рейн очень даже хорош с собой.
Хотя сейчас он не тарит там в ранге, где играет. Лоу! Пропускает лоу-коридор. Так, брейкер будет отдавать? Нет, не стал брейкер отдавать коридор, смотрите. Так. Возможно, даже хватит, чтобы убить. Ну-ка. Нет. Камон! Просто камон, ребята. Лоу-коридор, видите, он думал, что не хватит, чтобы убить, поэтому метр сохранил, не стал брейкать этот фаталблоу, а, видите, не рассчитал. И в итоге этого фаталблоу как раз хватило под корочку, чтобы убить. Да. Ну что ж, 1-0 в пользу Роетера. А, он не мог сделать брейкер. Да, там Кана не было. Точно. Так, поехали. Второй бой. Пока спешл, но ножи Кана прилетели на паниш от лоу-коридора. Ага, ага. Протаскивает в угол. Армором поднимается. Лоу. Кстати, предусмотрительно слоу. Начал лоу-коридор. Так. Хорошо. Напоминаю, что у Рейна есть вот этот вот кара-бросок, который он сейчас продемонстрировал, как раз таки Ройтер, который очень далеко достает. Это очень хорошая опция, и ножи прилетели. Очень хорошая опция, но камео все равно сильнее. Так. Оверхед в бросок не пофиксили, потому что это как бы не баг. Это именно что... Ну, я думаю, что изначально так и задумывались, что это такой кара-бросок. Оп, еще один кара-бросок от Ройтера. Ой-ой-ой-ой-ой, какой телепорт. Ага. Очень вовремя телепортнулся в лоу-коридор, хорошо. Лоу-лоу. Твою ж мать. Так, оверхеды. Брейкер отдает Ройтер. Так. Еще один оверхед, но поблочил Ройтер на этот раз. Пока спешл. Так, оверхед, нет, перебивает при помощи D1. Чипуем. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найс! Ап-блок от лоу-коридора. И он дожимает. Хорошо. Четверка-то можно, но просто это не так эффективно. Ну что ж. Still though, Rothor did take that first game quite, I was saying quite surprising fashion again, because that fatal blow confirmed, but again, you know, like, не меняет персонажа, остается на том же. А, почему-то 2-0 у нас. Подожди-ка, счет же 1-1, почему 2-0? Странно. Победу Ройтера засчитали почему-то лоу-коридору. Ну ладно. Так. Хорошо. Найс конферм от Ретро. Ой, наконец-то поменяли счет на правильный. Так. Бросочек, окей. Ага. Так. Аверкат. Заходит. Найс. Вейк как будто прочитал этот лоу-коридор. Наказывает. Ножи Кана. Оп. Спасибо за турнир по SF6. Сегодня добрался до него, еще не досмотрел, но за Евгению сижу, болею. Спасибо большое, Даня Т. И, ох, фаталблоу всаживает Ройтер, раунд забирает. Даня Т, спасибо большое за донат. Благодарю за твою постоянную поддержку. Очень приятно. Ну что ж, Ройтер раунд забирает.
О, хорошо, D4. Так, не стал кара-бросок сейчас делать. По сути говоря, вот помните, если вы играли в Street Fighter 4, то вы знаете, что там Кен имел такой просто сумасшедший кара-бросок на полэкрана. Ну, условно говоря. По сути говоря, вот такую же подобную опцию дали и сейчас Рейну. Empty Jump бросок от лоу коридора. Так, найс паниш. Окей. Трейд. Так. Чего? Проджектайл не туда куда-то, но не наказал лоу коридор, не сориентировался. Один пиксель остается, и Суперменинг заходит. Еще и в угол забрасывает своего оппонента лоу коридор. Так. Хорошо, достает этим проджектайлом. Пока спешл, не лезет Ройтер. Ага. Аверхеды. Так. То есть вот этот кара-бросок, он позволяет из этого аверхеда Рейну получить миксап. Фактически. Так, ждал этого телепорта. Все, ножи в блок прилетели. Лоу-лоу заходит от коридора. Найс выпрыжку, как он сейчас поймал, но дропнул комбо. Так. D4, господи. Летает туда-сюда Рейден своими суперменингами. Туда-сюда, господи. Ой, боже мой. Вызвал ведь на фуллскрине, да, этого страйкера. Так. Так. Брейкер есть у Ройтера. В случае необходимости. Ой, как лоу пропускает коридор. И это 2-1. Так смешно, знаете, когда Ройтер сетапит на фуллскрине камео. Ну, в смысле, не амбуш камео, а сумонинг камео. Он так посох свой поднимает и просто стоит, ждет. Ну что ж, 2-1. I don't want to say it's impossible to single hit confirm because it does have quite a generous cancel window, but it's not. Не меняет свою команду лоу коридор, верит. Верит в нее. Yeah, he's throwing out at ranges that if it hits, you know, it's very likely that if it connects, obviously the special will work after it. That kind of just awareness for it. Так, погнали. Again, another easier said than done. Going up 2-1 now, looking good in the set. Will be a big win for him here. Nice. Ого, гранатки прилетели. Но успел от них убежать лоу коридор. Наказывай, есть паниш от Ройтера, конечно. Нефиг махать с этими лоу-лоу на мидскрине. Так, в пустоту. Арморчик. На реверсере, причем арморчик прожимает. Ой-ой-ой, убивай. Матчпоинт для Ройтера. Гранаты. Портал. Ага. Антиер. Апперкот. Хороший очень хитбокс имеет апперкот у этого Рейна. Так, а вот сейчас не зантиерил. Что и получает лоу коридор. Ройтер, аверхеды. Бросок от коридора. Коридорный парень. Лоу-лоу. Ой-ой-ой, брейкер, да, надо отдавать. Еще аверхеды. Господи, миксует лоу коридор только так. Ой-ой. Нет, здесь уже не выжить, конечно. Здесь уже просто не выжить совершенно. Так, паниш. Это хороший паниш. С учетом того, что там ножи летят. Так. Тут, по крайней мере, видите, в трейд. О, брейкер отдает лоу коридор. Вот очень часто так, когда вифает, Ройтер готов к панишу. Выпрыгнул с броска, но ничего не сделал коридор. Лоу пропускает. Аверхеды. Ой-ой-ой. А теперь виф паниш уже от лоу коридора.
Empty jump бросок. Ножи. Еще оверхед. Доделал стрингу. Оп-оп. Чипуем. Найс. Хороший армор сейчас был от Ройтера. Фаталблоу есть. Есть фаталблоу. Лоу. Так. Так. Ух. Опасно. Чипуем. Так. Мало хп остается у Ройтера. Но фактически это территория одной комбо. Оверхед, оверхед. Ау! Блин! Да ну, и просто мимо, все мимо летит. И Супермен и зашел. Ой, лал вообще, просто лал. Знаете, что самое, так сказать, смешное в данной ситуации? Даже не то, что Ройтер столько навифал, а то, что этот Суперменинг он мог наказать. Да, там летели ножи Кана, в принципе, но он хотя бы там D4 мог ударить. И уже выйти на плюс и миксануть. Ой, жесть. Ну что ж, 2-2. Забавные ребята. Да, Электрикат. Может быть, популяризация рейденов пошла от тебя? Может быть, это НРС? Вдохновились тем, что за рейдена так топят и сделали его таким сильным. Оп. Так. Снова там арест от страйкера. Портал ставит. Хорошо. Ой-ой-ой, наконфермил, но брейкер отдает коридор. Что-то так динамично они начали последний бой. Апперкот? Окей. Так. Ага, бросочек в угол. Конечно. Аверхеды заходят от Ройтера, и это матчпоинт для него. Ни один здесь не выиграл турнир. Ну, это да, но тем не менее... Ой, нету Кана. Но тем не менее на Ultimate Fighting арене Рейден занял второе место. Так. Ага. Ой-ой-ой, достает. Но брейкер все же отдает Ройтер. Оп, D1. Аверхед. Пока спешл. О, боже ты мой. Лоу-лоу, чипуем. Кана. Чуть-чуть КП остается у обоих. Это территория фаталблоу. Бросок. Так, так. И дожимает все-таки лоу коридор. И это матчпоинт для них обоих. Так. Все, ставит сферу против прожектайлов. Поглощает прожектайлы все. Так. Еще одна сфера. Так, D4 есть. Ага. Ага. Хороший D4 на самом деле у Рейна. О, Супермен прилетает. Так, прожектайлы. Очень осторожно подбирается к своему оппоненту Роетер. Так. Что там происходит за водяной ширмой? Непонятно. Надеюсь, не какое-нибудь действие. Так. Лоу-лоу. Пока спешл. Пропускает Ройтер. Брейкер надо отдавать, да. Ой-ой-ой-ой-ой. И все, это смерть. Это смерть. Если ничего не дропнет. Да. Он не дропнул и лоу коридор. Тибэк, тибэк. Еще и тибэк. Господи ты, боже мой. Мало того, что за Рейдена играет, еще и тибэк. Блин, капец. Че не так с этим миром? Да уж.
Ну что ж, таким образом, Ройтер вылетает из турнира, Low Corridor идет дальше, он выходит в четвертьфинал лузеров против Боки. Да, забавно, что могу сказать. I know he's again one of those players who really wants to just go as far as he can with competitive Mortal Kombat, right? Was really into kind of like Так, pandemic era. Впереди следующий матч, это будет Зензей против Джоша Тикью, оба британские плееры. Но близкий матч был, конечно. And now they're all looking to play, you know, right out of the gate for MK1, and Law Corridor, definitely one of those players, will be happy with that result as he moves through to the second round of today's top 8. So GG's all around. But that does mean we have one more left. But I think it's quite fitting how that final game would come down to just one big jump in. Ну что ж, вот она сеточка. Джош Тикью против Зензея. Так, Джош Тикью. Его сбросил в лузера Боки. Что же касается его оппонента, то Зензея сбросил в лузера... А, тоже Боки, кстати. Боки сбросил их обоих в лузера. Интересно. Really looking to kind of debut himself into the game. I believe he wanted to compete alongside VGY and MK11, but unfortunately was too young to do so. And you know, of course, there is like an age requirement to enter pro competition, and he was just shy of it, like just too young enough. Два британца. Enter, but not the case in this game, as we're already seeing him. You know, a decent showing. I believe he got 9th at UFA. Да, Ройтер, к сожалению, чуть-чуть не дожал. Вот. У него были, конечно, свои шансы, причем очень даже хорошие. Но что есть, то есть. I actually went on to Zensei's stream to see like how he qualified, and it was a 3-2 versus Fabs, last game, last round, and also a reverse 3-0. Wow, that was yeah. I mean, настоящий киберспорт. Настоящий киберспортсмен, Даня, спасибо большое за 100 рублей. Настоящий киберспортсмен, пацаны. Наверное, в этом и суть, знаете, киберспорта. Выиграть за какого-нибудь супер, ну, не суперсильного, но просто сильного чара, да, и, соответственно, еще и затибэгать. Бывает и такое. Но, тем не менее. Спасибо, да. Спасибо. У нас впереди следующий матч. Джош Тикью против Зензе. Ну, Зензе, конечно, менее известен, но Джош Тикью очень даже известный игрок. Но, на удивление, он проиграл Боки. На удивление. Не знаю, сможет ли он взять у него реванш, тут еще тот вопрос. Итак, погнали. Джош играет за Ли Мэй, кстати. Интересно. Такое редкое довольно явление. Ли Мэй Скорпион. Ну, естественно, потому что да. Скорпион в данном случае, в случае с Ли Мэй, это очень хороший камео-персонаж за счет своих огней, которые комбятся по воздушному, джаглят воздушного оппонента в воздухе. Ой-ой-ой, хорошо врывается, и да, вот он, конферм. Ага. Не надо забывать, что есть у Ли Мэй еще инстант оверхед. Чего? Фаталблоу? Серьезно? Что-то непонятное сейчас было вот Зензея. Но, тем не менее, Джош Тикью наказал, однако брейкер тут же отдал Зен. Так. Вот, все, метр накопился у Джоша Тикью. Можно еще раз армором попробовать втащить. Так. Паниш? Нет, не достал на паниш, но все равно. Дожал поками. Так. Ой-ой-ой. Приземлился на шляпу. Оп. Ли Мэй нет, на Джеки Бриксона совершенно не похоже. О, хорошо, Скорпиона сбивает Зензей. Так.
Ну, много странных действий от Зензе, если честно. Очень много. Хорошая антиэра нерчкой. А где Dragonfly Peak? И с броском ошибается Зензе, за что и получает паниш. Ага, хорошо. 438 сносит Джош TQ. Рвет бросок Зензей. Так. Очень приличный... О, боже, чтобы чип-дамаг способна делать Лимей со своих поджектайлов. Ну что ж, 1-0. Ну, так, довольно уверенно. Yeah, exactly. And you know, for among these players in this top 8, he's the one that I'm less familiar with. I haven't seen him in as much stuff as the other guys. This is... Но здесь натяжкой такой можно сказать, что это что-то напоминает из кикбоксинга. Нет. С акробатикой здесь больше общего, нежели с кикбоксингом. Но Лимей редко, да, прорывается куда-то далеко. О, смотрите, кстати, классический костюм Лимей. Оп, Б4. Врывается Джош TQ, но он не комбит при помощи Скорпиона почему-то. Стоило бы скомбить. Так. Ой-ой-ой, решил лезть и на шляпу налетел сам сейчас Джош TQ, за это получает камбу. Окей. Армором поднимется? Нет, не поднимается Джош TQ, интересно. О, и проджектайл дожимает Зензей. Что-то как-то не сосредоточенно Джош играет пока что. Один. Окей. Оп, хорошо. Перебивает. Бросок. Комби. Есть. Конферм. 200. Так. Бросочек. Ага. Ой-ой-ой. Хотел оверхед пихнуть, но нет. Не достал. Еще один бросок пропускает Джош. Ага. Не стал доделывать камбур для того, чтобы запрессить. Ой-ой-ой, а вот сейчас оверхед заходит инстантовый от Джоша TQ. Ага, есть конферм. 422. Паниш! Ансейф. Ждал этого вейка арморного Джош и наказал. Еще один бросок пропускает Джош. Так, и это раунд? Да, фаталблоу раунд. Ну что ж, это 1-1. Должно хватить, должно хватить. Все непременно. 307. Хорош. Отыгрывает Зензей. Знаете, как-то так даже непривычно видеть подобного рода, что столько бросков Джош пропускает. Вообще, прям не рвет. Ведь это же очевидно, когда Люкан бросает, когда Люкан в команде с Кунлао бросает тебя назад. Это же очевидный бросок, потому что этот бросок комбится, в отличие от броска вперед. Ну все, поиграли с Лимей, пора возвращаться на Люкана. Ну что, погнали? Оп. Кунлао, это Люкан Кунлао, естественно, оба. Так. Зониться здесь, конечно, выгодно тому, у кого больше хп. Все очень просто, простая формула. Ой-ой-ой, бросок и снова, обратите внимание, вообще не рвет совершенно. Ага, хорошо, есть конферм на 240. Твою ж мать, Джош сколько много пропускает, випает. Так. Ой-ой-ой. И заантиерил при помощи проджектайла. Мало хп остается у Джоша TQ. Ну, возможно, не чиповал даже. Что-то как-то не очень убедительно Джош играет. Ага.
Бросок. И Зензей не рвет. Так. Хорош. Оп. Угол. Хороший флоу блок. Почти завипанишил Джош. Почти удалось. Так, бросочек. Что-то здесь броски совершенно не рвут, ребята. Вообще прям. Так, и чуть-чуть хп остается у Зензея. Начипуй победу. Лоу. Найс. Так. Мимо. Но не успел наказать. И опять бросок. Просто жесть. Но почему-то не закомбил, кстати. Тик. Свип. И еще один бросок попытался сделать Зензей. Ошибается, и Джоштик за это наказывает. Оп! Это все равно не сейф. Куда? Попытался убежать. Микродакнул сейчас Зензей. Окей, и Фаталблоу всаживает. Now this actually I think will just give maybe the life lead, but nothing more than that. Yep. We don't really need Fatal Blow to finish off what's left, I suppose. Хорошо. Сравнивает ХП. Зензей. Оп. Так, чип. Чип дэмэдж. Ой-ой-ой, хит пропускает Зензей. Тихо. Чип. Куда? Куда? Просто осторожно дозонил. Джош TQ. 2-1. What a back and forth game that was. It seemed to me there was a moment where I was like, man, Sensei is like really controlling this well. Excellent offense, excellent, in particular, neutral control. But man, Josh fought back very nicely. Так. I felt like we saw more kind of like MK1 stuff from Josh there, right? I know Zensei, you know, himself's got like a good crouch at the end there, but но здесь броски можно зато не угадывать. Ну, в том плане, что можно не угадывать, точнее, можно смело угадывать броски вперед-назад, не боясь того, что ты крашенблоу накосишь своему противнику в МК-11, как в МК-11 было. Погнали. Так. Так. Оп. Зонинг тайм. That one extra bar, especially when the EX bar in this case can be like I plow through fireballs. Exactly. Найс, флавлесс блок, хороший. И паниш от Зензея. И вновь бросок не рвет. Пам-пам. Тан-тан-тан. Блин, просто жесть, а? Просто жесть. О, боже ты мой. Матчпоинт для Джоша. Так. Да, возможно, здесь как бы лучше отзониваться как раз-таки шляпой Кунлау. Так. Ага. При помощи D3 остановил. Ой-ой-ой, есть конферм от Джоша TQ. Брейкер отдает Зензей. Так. Угу. Найс. Хорошо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. И еще бросок. Да что ж такое? Еще, по-моему, ни одного броска оба игрока не порвали. Оп! Пацаны, а вот и знаменитый рассинхрон. Пацаны. Да. Ну, как бы, мы вроде пофиксили рассинхроны. Ну, как бы, да, они есть, но мы их пофиксили. Да. Ну, да. Бывает и такое. Между прочим, после добавления этой камелеоны, они же выпустили патч для PlayStation и Xbox, где написали, что они там пофиксили все эти рассинхроны.
синхроны, но, как показывают игроки, как они писали в Твиттере, меньше рассинхронов не стало. То есть ситуация никак не изменилась в этом плане. Так что вот так. Привет, привет. Может быть, чаще стал, я уж не знаю, чаще или реже, но я читал, что, типа, народ в Твиттере, по крайней мере, народ жаловался, что ничего не поменялось, ничего не изменилось, и ситуация никак не улучшилась. Особенно в King of the Hill, ну, довольно частое явление с рассинхронами, именно поэтому многие, даже от НРС турниры, многие до этого момента, они проводились не в King of the Hill, а именно 1 на 1 PvP. PvP, и там забирали сигнал откуда-то через сторонний ресурс. То есть это было видно на стримах. Так что вот так. По-моему, на Ближневосточном, если я не ошибаюсь, там вообще просто повторы смотрели на топ-8 и все. И стримили именно повторы. Не, именно я слышал жалобы по поводу King of the Hill. Ну, в частности, Ревайн там жаловался тоже, в том числе. Но посмотрим, сейчас, наверное, что-нибудь-то и восстановит. Как-нибудь восстановит. Не знаю, будут ли они переигрывать всю эту ситуацию, или, может быть, вообще весь бой переигрывать, не знаю. В МК-11 такого не было. В МК-11 в этом ситуации, в этом случае получше было. То есть там такого количества рассинхронов не было. Игре 4 месяца. Игре 4 месяца, ну что-то как-то вот... Просто понимаете, у МК1 много было других багов, над которыми, над устранением которых работали. И поэтому, возможно, вот эти вот все рассинхронизации, они были не совсем в приоритете. Да, там были свои проблемы. Не, Электрик, ты говоришь про ПК. Ты говоришь про ПК, мы говорим про PlayStation. Турниры от НРС идут на PlayStation. Тут ПК, этот патч касался именно PlayStation, он не касался ПК. То есть, видишь, и игроки, которые жалуются, они жалуются в основном как раз на PlayStation, а не на ПК. Турниры-то идут от НРС, они же идут на PlayStation, они не идут на ПК. Кроссплея нету, поэтому они идут на PlayStation. Так что вот так. Такие дела. Но SF6 ты не сравнивай, просто они целый год взяли дополнительно на полировку Street Fighter 6, целый год. То есть они Street Fighter 6 могли выпустить в 2022 году, но Capcom специально взяли еще целый год для того, чтобы прямо отполировать релиз полностью, чтобы он идеально работал на старте, на выходе игры. То есть и он идеально работал, что можно сказать. Поэтому тут не сравнивай, здесь ситуация совершенно другая. МК1 видно, что как бы, да, требовал еще несколько месяцев, а то и год на доработку. Ну что ж, все, сейчас раунд отдает Джош. Да, может быть, Незером просто как бы сроки укоротили и сказали, нет, не будет года на полировку. Да, сейчас. Раунд отдадут оба. Ну что, я так понимаю, все? Поехали? Поехали. Все. Так. Угу. Ну, по метру тут, конечно, полный метр у каждого оказался в итоге в третьем раунде. Так, найс антиэр, хороший через однерочку от Джоша TQ, и есть конферм. Ага. Так, шляпа. Засейвил. Оп-оп. Так. Ой-ой-ой, бросок. Брейкер будет отдавать? Да, отдает Брейкер Зензей.
И последний шанс для него. Оп! Пропускает в хит проджектайл Зензей. И Джош TQ пафосно забирает этот бой 3-1. Так, 3-1. Таким образом, так, Зензей занимает 7-е место, как и Ройтер, а Джош TQ выходит против Канимани в четвертьфинал лузеров. Yeah, and again, you know, decent wins. Defeated, just looking through the bracket, it was I'm Still the Daddy originally, and then of course game 5 against Fabs, and Fabs is one of those players who is rather experienced by now. You know, that streams a lot of the game, plays a lot of it. Shouts to Fabs. I know he's probably watching right now, being like, why have they got to bring that up? But you know, sorry, it's just. Ну тут, видите, именно в миррор-матче двух люканов, все-таки здесь Джош TQ пограмотнее играл, но я повторяю, удивительно, сколько много вообще они бросков пропустили. То есть ни один бросок не был порван, ни один. Нерф Рейдена, Ашер, Джонни Кейджа, я думаю, что не будет никаких нерфов. So that does bring us down to our next set of matches. Of course, winners finals, Video Games Yo versus MK Javier, and then Boki Law Corridor, a run back, as they did have to play at UFA, and Kanamani and Josh TQ as well. Боки встретятся против Лоу Коридора, делать ваши ставки. Матч за выход в топ-4 по лузерам. Steamroller of a player in this part. It's why I was so happy that we started off with a game 5 immediately, because you know, I say before that Kanamani is typically a favorite, especially in online tournaments. Like online really does seem to be Kanamani's like real like element, you know, like very successful in things like the Rips Arena. Просто, ну, как говорят сами НРС, да, их слов, я повторяюсь, их слов, что они разрабатывали Mortal Kombat 1 4 года, с 2019 года, с релиза Mortal Kombat 11. Но, судя по тому, что мы видим в конечном итоге, ну, как бы, это вряд ли правда. Есть, я, естественно, не могу на 100% это утверждать, никакой официальной информации нету, но не похож этот продукт на то, что они там делали 4 года. Ну, как-то вот странно, 4 года. Нет. За 4 года, мне кажется, они бы продукт получше сделали. Ну, не в плане даже боевой системы, а в плане багов многочисленных. В плане того, что, ну, продукт вышел просто сырым. Вряд ли они там... Мне кажется, все-таки должно больше было времени быть у них. Так, ну что ж, ожидаем следующего матча, четвертьфинала лузеров. Привет, Алекс. Так, за удовольствием, жалко, что моя любимая Джури не было. Джури не было, да. Но турнир хороший получился, мне он понравился, несмотря на то, что игроков, ну, может, не так уж много было, 29 участников, но в целом очень даже неплохо вышло. Атмосферно. Очень даже. Я рад, что народу понравилось. Elden Ring быстрее сделали. Сначала MK1 до последнего, но наигрался за 4 месяца до того, что просто даже уже выпускать игру не чувствовал свою радость. Ну, как бы, понятное дело, что у игры есть свои проблемы, естественно. Тут как бы глупо спорить. Ну, что поделаешь. Игра такая, какая она есть. Тут уж ничего не делать. Last Boy Джош проиграл? В смысле, нет, наоборот, выиграл. Джош как раз таки выиграл. Посмотрим, каким будет Tekken 8 на релизе. Ну, мы это скоро узнаем. И если, как бы, у Tekken 8 не будет там багов
проблем с оптимизацией и так далее, то, в общем-то, можно сказать, что японские файтинги на этом поле, на поле оптимизации и так далее, победили. Ну что ж, кто-то хотел Джонни Кейджа? Пожалуйста. Боки против Лоу Коридора. Empty Low от Лоу Коридора. Ага. Вот он, Джонни Кейдж, поехали. Армором поднимается Боки. Так. Ага. Так. Миксапчик от Боки. Хорошо, сбивает однерочка. Чё? Простите. Простите, это что? Что? Я ничего не понял, почему, что произошло и почему нас вот так отключили. Не знаю. Может быть, он типа взял Джонни Кейджа как бы по ошибке, нет? Ну, короче, не знаю, что произошло, но реально этот тот, кто создал вот это вот ЦГ, он, получается, выкинул одного из игроков почему-то. Вот. Может быть, это просто был ботанчек такой. Он сам вышел? Ну, значит, сам вышел. Ну, в общем, не очень понятная ситуация, короче. Просто ожидаем. Вот интересно, смотрите, да? Мы до этого смотрели топ-8 первого квала Восточной Европы, и там все без запиночки прошло, никаких проблем. Ну как, фризы были, но это нормально для Mortal Kombat 1. Вот, небольшие фризы там то тут, то там, но в целом, как бы, ну, таких вылетов ничего не было, а тут два таких эпизода сразу непонятных вообще. Так. МК1 хватило на месяц. Так, нравится, но думаю, что с выходом Текена МК1 совсем грустно будет на фоне японских файтингов. Не, ну, по релизу Tekken 8, безусловно, перетянет часть людей. Но как бы перетянет ли он на постоянку, или люди там поиграют, грубо говоря, неделю-две, и потом вернутся в МК, это уже другой вопрос совершенно. Надо понимать, что здесь как раз-таки может ситуация быть весьма и весьма непредсказуемой. Посмотрим, как будет. Не будем гадать на кофейной гуще. Is that energy that you let like run through you? Oh no, I can't control myself anymore. Or is it energy that you focus? So it's not really a question of like, I'm not nervous. I'm not worried at all. It's like, what do you do with that feeling? Так, чатиков трансляции сейчас, давайте посмотрим. He's in there, like he's in there mentally, in a way that's not always easy. Yeah, and it's so hard to learn too, because it is like you said. А нет, вроде ничего такого не говорят. You have to feel it, right? Ничего такого интересного не пишут. Но в любом случае, что нам просто ждать надо и все. Пока все это дело там само починится. Вот. МК-11 банили за название вариации. Да, я помню, такое было. Да, это правда. Банили, либо заставляли там вариацию поменять, ну, название. Но здесь же нет вариаций, здесь есть только камео. Давайте банить за камео, пацаны. Все, там, не знаю, камео Страйкера, Кана, там, не знаю, Сектора, Гора, давайте забаним. Давайте пусть все за Шуджинка играют и все. И вот это будет разнообразие. Шуджинка ведь разнообразный камео персонаж, правильно? Правильно. Вот пусть все пусть за Шуджинка играют. Вот это вот надо. Все, всех камео остальных забанить. А то каждый мерится, у кого дешевле камео, кто больше, у кого больше грязных опций. А вот вы возьмите, да, все Шуджинка, и вот пусть он будет, он же зависит от того, какой в противниках персонаж. Вот пусть он и показывает скилл. Get something happening. Так. Fantastic. That's how internet games go sometimes, as you know, as everybody knows.
And yeah, it's like we were saying before, you know what I mean? Sometimes, you know, there are just hiccups, you know, and online tournaments are no different. Sometimes the internet can Задумайтесь, может быть, такой турнир стоит сделать, а? Только камео Шуджинка, и все. Sometimes it happens, and you've got to roll with the punches and go with the flow. So that's what we're doing right now. It's being sorted out. Do not worry. And but for the sake of the stream, привычный файтинг, не, ну понятно, что привычный файтинг. Следующий турнир по SF6 будешь стримить? Да. Да, причем это будет уже сегодня в 2 часа ночи по московскому времени. То есть скоро. Через 4 часа, кстати. Электрик Хат, ну я такой турнир, ну как бы у меня в ближайших планах пока нет турнира по МК. Вот, у меня 3 февраля турнир по Tekken 8, а потом турнир, ну, а потом солянка. Вот. Так что не в ближайшем будущем. Персов на турнире Рейн, Барак, Рейден, Аша, Синдел, Кистан, Рейк и всего остального нет. Tekken 8, ну конечно, я же что, его просто так покупал, что ли? Tekken 8 стримить будем, и, конечно же, играть мы в него будем. Pretty much as long as he wants to play, pretty much he's going to. Was not surprised to see him number 1 seed overall. I just think that he's. О, все, возвращается, ребята. Поехали. Okay, well, I mean, as long as it's a match, I don't mind. Yeah, man. Yeah. And it is a match, I'm happy to watch. Так. Оп-оп, врывается, но такой себе паниш от лоу коридора, он ждал Гора все-таки. Ага. Так. Д1. Оп. Перри? Куда? Какой тебе Перри? На. Лоу. Так, миксапчики поперли от Боки. Просто лоу. Оверхед. Так, Перри использует. Ой-ой-ой, как махнул неаккуратно Боки, и за это получает он паниш. Ага. Так, брейкер отдает Боки. Чуть хп остается. Вау, хорошее решение. Аверхед заходит. И сразу же фаталбол всаживает он. Это, скорее всего, не убьет, но будет близко. Так. А, нет, хватило, смотрите. Прям последним хитом дожал был. Нормально, минус 7, ну норм. Так, хайп-метр зарядил и поехали. Вот он, хайп-метр. Так, миксапит Боки снова. Хайп-метр капает и... Все. Закончился. Так. Очень осторожен с этим Гора. Лоу коридор. С армором поднимается, арморным шадоу-киком. Арморчик. Окей, Аверхед пропускает. Найс микродак от Боки. Но. Неполноценная комба в итоге. Так. И прилетела. До последнего держал. Джейл. Аверхед. Очень много Боки нажимает на свой миксап. И опять лоу шляпа прилетела. Так, Перри, найс, хорош. И фаталблоу всаживает лоу коридор. Окей. Нормально. Так. Чуть-чуть КП остается у Боки. Арморчик. О, и снова этот лоу пропускает лоу коридор. 1-0. В Street Fighter 6 нету персонажа за предзаказ. Персонаж за предзаказ есть только у Mortal Kombat, а у Street Fighter и Tekken такого нету. А, у Mortal Kombat и Under Night.
Yeah, that's good. I'm sure that was a thing in was it Injustice 1? Green Arrow had something similar. Но остается все-таки лоу-коридор на Джонни Кейджа. Меняет пока. I can't remember the exact, but it would be unscaled or something not relevant to this show, but it was similar. Or something, right? Yeah, it was something like that. It's been a long time though, so I can't remember exactly. Either way though, the future is now, and it is Boki Law Corridor. Game number 1 to Boki. If Boki wins like this set and gets really far, I actually think he'll be putting himself in a really decent spot for. Не стал антиерить и армором врывается. Боки. 300. Так. Миксапчик. Ух, не угадывает лоу-коридор, еще и на комбу выводит Гора. Ага. Ой-ой-ой, лоу-коридор. Плохо дело. Все, убегает. Так. Шляпа против шляпы. D4. Аверхед. Ну, тут, конечно, да, тяжко уже выжить было. Он, видите, B4 сделал, потому что это умно было. На мите B4. Потому что там этого уже не избежать было. Так, еще оверхед. Дотянулся своим D3 блоки. Ой-ой-ой. Отличный ап-блок от Боки. И лоу-коридор вынужден брейкать. Б3. Великолепный. Ой-ой-ой. Великолепный комбо-старт у Джонни Кейджа. Ловит только так всех подряд. И снова лоу пропускает. 2-0. Да, что-то как-то плохо лоу-коридор. Just for combo or for brutality? Just for combo. Let's go, Boki. 2-0. Looking good so far. My goodness. You know, considering we've had so many close matches and near enough everything's gone down to game 5, I'm kind of совсем замиксил лоу-коридора бедного. Мало что может сделать Коридор. Терпит, но никак. But still, that meant that Lock Quarter had like 2.5 games won in a row. Ну, сейчас посмотрим, что придумает Коридор. So, Джонни Кейдж, по крайней мере, выглядит безнадежно сейчас для него. Yeah, and like as commentators, you know, we always want to say that. We always want to be like, смотрите-ка, задумался. Ну что, пора возвращаться к Рейдену. The good news is on paper, you're actually correct. It's like, unless the final hit has actually been administered, it technically isn't over. But Law Corridor, this, now, if we're talking like фермерские разборки, пацаны. Чуваки из из колхозов Энджан. Разборки по фермерству. Деревенские разборки. Поехали. С армором влетает сразу же Боки. Да-да, за профсоюз. Как говорится, землю крестьянам, фабрики рабочих. И свободу Юрия Деточкина. Ага. Хорошо. Избежал этих ножей. Боки. Ой-ой-ой. Нож прилетел, но не рискнул лоу-коридор дотягиваться, чтобы доконфермить. Аверхед заходит от Боки. Па-па-па-па-пам. Окей. Куда? Армором попытался тащить, и как ошибается Боки! Он ошибается с конфермом, и за это випанишит его лоу-коридор. Но Fatal Blow всаживает, но решение вообще-то сомнительное в данном случае. Не знаю. Стоило ли? Сейчас посмотрим. Неужели он камбэк... Оу! Неужели он камбэкнуть собирается такое? Ой! Ой! И камбэкнул с Б4. Там уже и Гора, и все летело, но... Посмотрите-ка, как закамбэчил Коридор. И... Ага. Фаталблоу не зря. Ой, контрхит. Чего? Бросок какой-то непонятный был сейчас. Вот, Боки. Аверхед пропускает лоу-коридор. Оу, с оверхедом на мите ошибается сейчас Боки. И перележал его лоу-коридор. И за это Коридор панишит. Есть паниш. Так. Горо. Оп-оп. Аверхед. И лоу. Микс. Замиксил дважды Боки.
Вот этот вот миксап очень тяжело у него, конечно, реактить. Эйр-ту-эйр выигрывает лоу коридор, но брейкер тут же боки отдает. Это чипуем. Ох, стекан. Аверкет мимо. Лоу-лоу. Отличный дефенс показал сейчас лоу коридор. Оп-оп-оп. Хорошо. Еще аверкет побольше будет. Найс. А блок? Ага. Убьет? Так. Чуть-чуть не убил, но тут уже... Вау! Вот это завифпаниш сейчас в боке. Он выпрыгнул, и вы посмотрите, как дайвкик залетел. Долетел, я бы даже сказал, но все равно этого мало оказалось. Так, 2-1. Смог лоу коридор сравнять счет. Не сравнять, точнее, а отыграть один бой. My goodness. I still that combo from Law, what was it? It was like forward 3 into knives and then knives to pick up the second launcher. I've never seen that. That was sick. Да-да, кто первым наполнит тачку капустой и привезет его в чайный домик. Погнали. Так. Ножи. Чипуем. Так. Летает туда-сюда лоу коридор своим суперменингом. Армор, да, врывается. Лоу пропускает лоу коридор, однако брейкер у него был. Найс, апблок. Окей. Арморчика ждал. Лоу коридор. Хороший дефенс сейчас был у него. Трейд. Поки. Чипуем. Флawless блок. Боки прожимает. И вот он армор. Однако гора у него не было. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Армором своим врывается. Вейк от боки, но много хитов там было. Все, перебил лоу коридор. Обмен проджектайлами. Наказал, чем успел. Боки. С учетом того, что там ножи летели уже от Кана. Оп, паниш. Ага, есть паниш. И, видите, D4. Хороший паниш, потому что с плюс и выход на миксап. Ага. И в данном случае оверхед после него прилетел лоу коридор. Ой-ой-ой, телепорт. Лоу коридор. Окей, арморчик. Красава, красава, боки. Знает, когда надо пихать армор. Так. Ой-ой-ой. Ножи прилетели, но не успел докомбить лоу коридор. Это матчпоинт для боки. Между прочим, лоу-лоу заходит от коридора. Ага, брейкера нет. Так. Окей, отличный флawless блок. И отлично снова врывается при помощи армора боки. Как же он видит. Ой-ой-ой, брейкер надо отдавать, да, конечно. Но гора потрачен весь. Полез, боки, господи. Как так? Трейд. Лоу-лоу заходит, и это 2-2. Дожимает лоу коридор. Так. Неужели Боки не сможет дожать? И позволит своему оппоненту камбэкнуть. И обратите внимание, это 5-й матч в топ-8 этого региона и 5-й матч, который заканчивается со счетом 3-2.
So to get the run back here in Pro Comp Online, and now obviously you said be on the other side of things, it's potentially quite the turnaround. Question is, Так, погнали. Because this is also the worst time to lose a reverse 3-0s. Then losing the 3-2. Есть паняш D4 и выход на микс. Ой-ой-ой-ой-ой, Мити заходит от боки. Есть конферм через гору. Так. Еще раз. Еще один микс зашел. Ага. Так. Ну, не знаю, камбэкнуть такое тяжело, и армором врывается снова боки. Просто жесть, а. Сумасшедший армор, на самом деле, вот этот вот. Кунлао. Ножи. Так. Пока спешл. Аверхед пропускает лоу коридор. Это микс. Просто миксует боки. Вы посмотрите, сколько он ХП уже снял миксапом и армором врывается. Но Гора еще не накоплен был. Ой-ой-ой. Все миксапы жрет лоу коридор. Микс и армора. Ребят, весь раунд состоит из миксапов и арморов. Фаталити хотел сделать, но как бы понял, что уже не может. Просто столько миксапов, столько арморов, просто ужас. Микс. 4 миксапа, 2 армора, 4 миксапа, 2 армора. Формула победы, пацаны. Боже что мой. Ну что ж, таким образом, Боки выходит в топ-4 по лузерам. Ой, а лоу коридор остается на 5-м месте. It was just knockdown into meaty, into knockdown, into meaty, into knockdown, and then it's just every one you get hit by, just increasingly more and more, you do not want to have to get hit by the next. And the more it happens, the more it adds up, and before you know it, it's happened 6 times in a row, and you've guessed wrong every time. But Boki, I mean, credit where it's due. Не, понятно, что он видит, что коридор не угадывает. Это естественно. Ай, блин. Quite the way to definitely not the way that Low Corridor would have wanted to lose that, if at all, obviously, but a good result for Boki. Так забавно просто это было, знаете ли. Top 4, looking good. Просто посмотрите на это, просто посмотрите на это. Ой, откровенный спам от Боки. Откровеннейший, я бы даже сказал. Ну что ж, а у нас впереди следующий бой. Это Канимани против Джоша TQ. На одного Рейдена посмотрели. Сейчас посмотрим на другого Рейдена. Это я, конечно, про Хани. They are of that level, and their results showed for it. And then they go online, and wouldn't you know it, they did the same thing again. So I imagine this is probably going to be the case, because obviously, you know, this week there are some noticeable names from this region of the world that were missing. You know, that didn't take part or Второй матч за выход в топ-4 по лузерам. Ну, пока что все бои исключительно 3-2 идут. Это интересно. As consistent again, and these are all names that I'm talking about, right? Kanamani, Josh TQ, VGY, MK Javier, the list goes on. But for now, Kanamani versus Josh TQ. Kanamani once again most likely going to be playing the Raiden Kano, as that is, as we have said many times, easily the most common team in the game right now. Вообще, именно в этой, конкретно в этой паре игроков, все-таки, как мне кажется, Канимани больше фаворит, нежели Джош TQ. Все же по Mortal Kombat 1 он там прям больше наигрывал, как мне кажется, в том числе и на турнирах. Но посмотрим, что придумает товарищ Джош. Of his game plan being strong and Kano just massively adding to it. Ну и победитель выйдет против Боки, соответственно. Вообще говоря, в этом регионе достаточно, ну, в Западной Европе, достаточно много сильных оппонентов именно мирового уровня. Мы уже говорили про Фокси Грэмпа, который сегодня не участвует. Ну, вот, Канимани тот же самый, который взял 2-е место на оффлайн премьер-ивенте
который проходил во Франции вот в том году. Соответственно, проиграл он тогда только Tekken Мастеру из Бахрейна. Вот так что есть сильные игроки. Ожидаем следующего матча. It lets you play so differently. That's why I was switching all around to all these different characters, and I feel like I needed knives because I didn't know how to play without the ambush that this character allows you. So strong. Oh, I feel like you specifically have such a rich history in 2D fighting games that the act of being able to throw a multi-hitting я не играю в настолки. Когда-то я играл, когда у меня были ребята, с которыми я играл. То есть, но я уже давно не играю, потому что тупо не с кем. Это все. А так, настолки... Ужас Аркхема — моя любимая настолка. Вот она. Это моя любимая настолка, может она не самая сбалансированная, не самый разнообразный геймплей, но тем не менее мне очень нравится. Вот. А так, в принципе, Робинзон Крузо классная настолка была, я тоже в нее играл достаточно много. Все сценарии мы проходили. Из настолок попроще Манчкин, любимая карточная такая игра. Простая, эффективная, понятная. Сбалансированная, хорошо сбалансированная. Жень, Манчкина привезти в Питер, соберем пати. А, ты хочешь, чтобы я Манчкина взял в Питер? Не, ну как бы, если надо, то без проблем. Просто я не знаю, будет ли время на то, чтобы играть в Манчкина. А, у тебя есть тоже Манчкин? Не, ну если чё, привози, можно сыграть. Ну чё, погнали? Главное, надо будет еще на стриме об этом поговорить. Ну, я думаю, может сыграть. Оп, оп, оп. Найс, есть конферма. Жоша. Жош. Не прошли даже без... Артур, ну, не сценарий ты имеешь в виду, а древний. Нет, я всех древних проходил с ребятами. А там главная стратегия, как бы, под каждого древнего своя стратегия. Существует сценарий усложненные, то есть определенная испанская лига, та же самая и так далее. А это усложненные сценарии ужаса Аркхема, мы их тоже несколько штук проходили. И Канимани, пока мы про ужас Аркхема рассуждали, первый раунд забрал. Уже. Так, чип. Еще чип. Ага. Лоу-лоу, чипуем. Так, D4. Ах, хороший бэкдэш был, и мог завифпанишить армором. Армор всаживает. И паниш! Понадеялся Канимани, что будут его уважать, этот его суперменинг. Но нет. Джоштику как бы говорит, я Люкан, мне некого уважать, кроме себя. Тен-тен-тен. Ага. Так, чипуем. Воу. Так. Вифпаниш! Ну как же промахивается Канимани, и за это, конечно, люлей получает. Просто врывается суперменинг. Ага, с ножами, естественно. Оп. Не боится пока спешалов Джош Тикью. Оп! Так, так. Пока спешл ботом. От Канимани. Так, еще одна. Очень осторожно подбирается Джош Тикью. Нету паниша нормального. Так. Все-таки аверхеды заходят от Кани. Оп! Еще пока спешл. Как же он напрягает этими пока спешлами бесконечными просто. Ножи. Но Кана теперь больше нету. У Канимани полностью его потратил. Так. Ой-ой-ой, бросок, конферм. Угу. Убивай. Бум, бэйби. 1-0 в пользу Джоша.
Чем больше людей играет, тем больше, тем легче. Артур, ну там есть... Нет, там же есть усложнение в том плане, что усложнение, чем больше людей, тем сложнее как бы древний. Так что это не факт. Нет, в принципе, просто надо знать основные стратегии у древних, и все. Если ты соблюдаешь эти основные стратегии, ну так скажем, да, то ничего сложного нет. Привет, привет. Ага, погнали. Так. Оп. Вив паниш через проджектайл от Джоша TQ. Ой-ой-ой. И снова в 4-3 заходит. Ага. Так. Так, брос... О, микродахнул бросок, Канимани. Найс. Пам-пам-пам-пам. Так. Ой-ой-ой. Найс, лоу заходит от Кани. Хорошо протаскивает. Ой, тихо-тихо. Хороший флawless блок. Убирает чип дэмэдж Джош TQ. Еще пока спешл. Ну смотрите, флawless блочит Джош TQ. Ах, микродахнул Канимани, но не наказал. Все, убивай. Раунд за Кани. That is definitely an element that we're seeing so successful in these online tournaments. It's just any of the characters that can do like... Так, пока спешл очередной. И очередной флawless блок от Джоша TQ. Хороший флawless блок он показывает, но вот сейчас хотел зафлawless блочить еще и ядро. И нейтрал джамп заходит от Джоша. Брейкера нету. Отлично, поменял сторону Канимани. 38 снимает. Так. Паниш, он был готов, он был готов. Ой-ой-ой, а вот к этому нет совершенно. Так. Всё. Нетр накопился полный у Джоша TQ. Еще пока спешл. Притягивает к себе этим буревестником. Ой-ой-ой-ой, бросок не рвет. Канимани. Конфер. Ага. Найс. Так. Так. Ой, брейкер. Да, надо отдавать. Фаталблоу есть у Канимани, поэтому может он раунд забрать. Почти завипанишил. Почти. Д3 Так, бросок в ответочку. Одинаковое количество хп. Ой-ой-ой-ой-ой. Заходит пока спешл от Канимани. И это 1-1. Забирает. Привыкнуть к инвульному 18-фреймовому оверхеду. Да! Да. Это не единственное, к чему надо привыкать, понятное дело. Так. Ну что ж, сравниваем. Бой 1-1. Обратите внимание, они ЦГ пересоздали, но без вечного короля. Ну, что... Не знаю почему. То есть, видите, у них постоянно меняется. Так. Пока спешл. Ага. Так. Боже ты мой. Аверхед. Хорошие флоу-блоки демонстрирует Джош TQ. Но этого маловато. Все, в углу. Остается уже Джош TQ. Еще оверхед. Ой, миксует Канимани. Активно миксует. Так. Ну, так рискнул на самом деле Канимани сейчас, потому что Кана-то у него не было, когда он делал спешл. И отлично. Есть дамачок. Чуть-чуть хп остается. И просто отошел, подошел, бросок сделал. At a range that Josh could tell it was not a great distance to jump, but wasn't anti-ed, so just for safety you'll look to block. Kanimani, one step ahead looking for it. Еще оверхеды. Миксует только так.
Канимани, что естественно. И пока спешл. Так. Ой-ой-ой. Перебивает бросочек. Есть конферм. Хорошо. Вив-паниш! Как ошибается. Но метра не было у Канимани, чтобы убить прямо сейчас. Так, так, хорошо. Флавлес-блоки есть. Ну что, Джош TQ, вернется ли он в борьбу? Очень тяжело будет. Еще 2 броска подряд пропускает Канимани. Да. Окей. Еще бросок? Нет. Ой-ой-ой, пока. И еще бросок. И это фаталблоу? Да. Ну, кстати, может и не хватить. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Так. Нет, не хватает. Но, тем не менее, на мите F4-3. Залетает все же. Паниш. Хороший паниш через D2 от Джоша TQ. Вот дожили пацаны, да? Апперкот считается теперь хорошим панишем. Когда такое было? Так. Угу. Брейкер отдает. Оу, ничего себе. Налетел джампин панчем Канимани, сам не ожидал даже, что попадет. Опасно, опасно их копил. D3. Окей. Аверхед. Напоминаю, что лоу шляпа больше плюс не дает, она дает минус. Ой, как пропускает! Хотя первый удар-то поблочил Канимани, но тем не менее 2-1. Josh TQ going up 2 games now. I think this is probably going to be another game 5. I think maybe this is just the stream of game 5s. Yep. They literally all have been so far. My goodness. That forward walking movement is such a threat. Like as the defender, you know, if you're just watching, you're like, hey, he's walking. You could press any button and stop. Канимани, конечно, кормит Джоша всякой фигней миксапной, но тем не менее, чего не отнять, так это то, что Джош хороший флавлес-блоки показывает, кстати. Is tough to contend with. But that's what's scary, because like, yeah, in theory, you see him walking, and it's like, ну, победитель Турика Пантеры это такое себе звание, гораздо более ценно не это звание, а то, что он второе место на офлайн премьер-ивенте занял. Да, там не было американцев, там, ну, топовых, самых топовых американцев, там Ниндзякиллы не было, Соника не было и так далее, но Ревайна там и так далее, но, тем не менее, все равно на офлайн премьер-ивенте занять второе место, это более сильно, мне кажется, чем выиграть Кубок Пантеры, или как это называется. О, бросок. И опять-таки никак не рвет. С бросками вообще какая-то проблема. Ну, в том плане, что вообще никто не рвет практически. Так, хорошие флавлес-блоки от Джоша. Ага. Ага. Оп-оп-оп. Е. Так, еще одна пока спешл. Не зафлавлес-блочил на этот раз Джош. И еще бросок. Видите, замечает он, что броски Канимани не рвет, и этим пользуется, что естественно. И еще один бросок. Раунд за Джошем TQ. Да, что-то у Канимани какие-то проблемы с бросками. О, апперкот-то мимо пролетел. Где был дешап? Ага. Так, так. И посмотрите, посмотрите, отличные флавлес-блоки от Джоша. Есть паниш, хороший. Так. Найс. Выпрыгнул из броска Джош, но брейкер отдает Канимани, нету паниша. Так. Так. Найс. Ну что, поплыл Канимани? 430 сносит Джош. Плохо дело у Канимани, плохо дело.
Так. Ой-ой-ой-ой. Нету антиэра. И еще флawless блок. Найс, как хорошо врывается Джош. Пиксель остается и допокал. Допокал Джош TQ. Ну что, 3-1. Забирает он этот бой. Смог вытащить. Ну, прямо скажем, много чего натерпелся Джош TQ, но результат сделал. За одним колхозником поехал домой и второй колхозник. Лоу коридор за Рейдена отлетел, и Канимани за Рейдена тоже отлетает в итоге. Immaculate. It was so important. It really made Kanimani have to change up his timings. You know, where even he was starting off in the Storm Cell. And, you know, this team, it's a great team, Raiden Kano. It doesn't do as much damage on like an individual. Не, ну прямо скажем, Джош TQ очень прям здорово. По крайней мере, флawless блоки у него прям отлично шли. Поэтому, видите, он мог избегать этого чип-дэмэджа от Довова. Хорош, конечно. Ну что ж, таким образом в топ-4. И это, кстати, первый бой, который закончился не со счетом 3-2. В топ-4 вышли Video Games Yo и Хавьер. Ну и по лузерам вышли Бокки против Джоша TQ. Let's go, brothers in Mortal Kombat. We had K-Top and H-Dope before, of course. You've got Scorpion Prox and Nicholas like tearing it up. Ну, знаешь, Электрик, как-то это самое сочувствие к Рейдену не вызывает то, что там он там типа от флawless блоков умирает и так далее. Нету сочувствия Рейдену все равно. Не тот персонаж, которому хочется сочувствовать, честно. Так. У нас впереди топ-4. Video Games Yo против Хавьера. Но перед этим коротенький перерыв будет. Мы возвращаемся на топ-4 европейского, точнее западноевропейского первого квала. Напоминаю, что всего их будет 3 квала плюс региональный финал. В региональный финал, соответственно, отбираются 8 лучших игроков рейтинга. Итак, у нас впереди финал винеров. Video Games Yo против Хавьера. Соответственно, Великобритания против Испании. Хавьер, известный нам игрок за Скорпа. Вот. Что же касается видеогеймса, ну, не знаю, возьмет ли он генерала Шао на этот бой. Но, в принципе, Шао у него довольно-таки мощный. Так что может, в принципе, зарешать. Но пока делайте ваши ставочки. Так. Касательно заработка и так далее, ну, надо понимать, что все-таки НРС это не является независимой компанией, они люди, так сказать, подневольные, и их целиком и полностью курирует Warner Bros. Now, as you can see, man, we have had a lot of close ones today. How about that? That Kanimani is actually the only person to have lost without getting 2 on the board. That's not I would not have predicted it. I'll be honest, I wouldn't have predicted Kanimani dropping before anything earlier than like losers finals, if that. You know, like he's definitely one of those players to watch. But as Video Games Yo, Хавьер, матч за выход в гранд-финал. Топ-2, соответственно. Ну, проигравшие спускаются в лузерак Боки и Джошу TQ. Традиционно, вообще, в этом регионе лучшими Mortal Kombat игроками являются британцы. Ну, традиционно. По крайней мере, всегда так было. Посмотрим, может быть, Хавьер и Боки сейчас станут новыми королями онлайна в этом регионе или что-то типа того, уж не знаю.
whilst he has a respectable chunk, not as much as he would want. However, if he was to get a grand final minimum second place placing today, that is going to help offset that by a significant amount. But first, he's got to get through a bit of a people's champion, MK Javier, and that's Scorpion. Ну и футболочки такие, видите. Мерч Mortal Kombat. Сейчас все файтинг производители, скажем так, делают свой мерч. Вот. И Capcom со своим Street Fighter, и Bandai Namco со своим Tekken'ом, ну и, соответственно, NRS со своим Mortal Kombat. Looking at Mortal Kombat on both TikTok and YouTube. Keep your eye on all the stuff, both so you can get your hands on cool new merch, and also so that you can keep up with the pro competition. Но несмотря, я хочу так сказать, что несмотря на то, что НРС люди подневольные, так сказать, это их нисколько все равно не оправдывает в том плане, что в плане поддержки. То есть хотя бы вести диалог, как некоторые, так сказать, игроки жалуются в Твиттере, да, в том числе и профессионально, что одна из жалоб является то, что НРС никак не взаимодействует со своей аудиторией, никак не ведут никакого диалога. То есть, в пример, дают типа Bandai Namco, которые просто невероятно типа взаимодействуют со своей аудиторией. Вот. А почему типа так не могут НРС? На это не надо каких-то ресурсов. Чем занимается типа Тайлер Лэнсдаун? Он главный там по взаимодействию с комьюнити. Он комьюнити-менеджер, на секундочку. Но это такое. Это такие жалобы, которые, знаете, в Твиттере кидай, не кидай, ничего не изменится все равно. Надо принимать правду такой, какая она есть. Ну а мы ждем матча. Видео Games, Хавьер. В этом регионе матчи на редкость такие близкие довольно-таки. Посмотрите, в 5 из 6 матчах счет был в итоге 3-2. ДСФ там столько мерча, что вообще, чтобы, не знаю, все это скупить, понадобится... Я даже не знаю, сколько времени понадобится. Наверное, просто огромное количество времени. Так что в плане мерча там у Street Fighter, начиная там со Street Fighter 2, там куча всего вообще. У них даже настолка своя есть. Миротворцы сегодня, смешная шутка. Спасибо. Нет, конечно, нет. С чего бы им сегодня миротворцев показывать? Покажут, скорее всего, в начале февраля. В первой половине февраля. Если повезет, в первой неделе февраля. Если повезет, конечно. Потому что может и не повезти. Дело в том, что сам миротворец, он где-то в середине февраля выйдет в релиз. Ну и, соответственно, вот и считай, где-то примерно за неделю до релиза, либо за 10 дней до релиза вытащит трейлер. С миротворцем и, наверное, со следующим камео-чаром Сферой, например, или с Мавадо. Либо с Джонни Кейджем, кстати. То есть у нас, получается, из камео персонажей остается Фера, Мавадо и Джонни Кейдж, либо Дженнет Кейдж, то есть одно из двух, непонятно кто. Кто из них будет конкретно третьим камео, неизвестно до сих пор. У Bandai Namco и Capcom есть хозяева? Нет. Bandai Namco, у них хозяева Bandai Namco. Capcom, хозяева Capcom. Нет, это независимые компании. И у этого самого Bandai Namco есть подразделение Tekken Project, который непосредственно занимается Tekken. Вот. Но это как бы не отдельная компания, как в случае с NRS, а это именно что просто часть Bandai Namco. Погнали? Да, смотрите-ка, Video Games берет генерала Шауна, этот бой. Сразу с телепорта Хавьер начинает. Оп. Пам-пам-пам-пам. О, господи, ну и дамочище.
Засейв? Да, засейвил. Мало того, что отпушбэчивает, да еще и сейвит. Так, ножи, оверхед поблочил Хавьер. Не поддался. Его стойка без топора пока что, но вот топор вернулся к видеогеймсу. Еще одна пока спешл. Ага. Все, знаете, пока спешл сделал Хавьер. Теперь можно ждать, пока накопится страйкер, чтобы сделать еще одну пока спешл. Ну и вот так и играем. Нормально. Ой-ой-ой. Достает видеогеймс. Ага. Найс. Мимо пролетел, но тем не менее оверхед пропускает Хавьер. Угу. Наказывай! Нет, нету наказания. Опоздал видеогеймс. Так. Ой-ой-ой. Двойка. Очень осторожен видеогеймс. Не торопится Хавьер. Оверхед поблочил. Так. Не лезет Хавьер. Он ждет армора. Так, 10 секунд остается. Лоу. Ой-ой-ой. Так, 5 секунд. 4, 3. Оу. Жарил секирой. Хорошо. Первый раунд за видеогеймсом. Хавьеру не привыкать, он как бы любит, знаете, так долго-долго-долго ждать, пока накопится его камео, для того, чтобы идти вперед. Так, телепорт, заходит от Хавьера, есть конферм. Куда полез? Джелит. Заставляет генерала Шао за собой побегать. О, боже ты мой, но на Жикана, да. Просто, когда один гарпун сбивает, сделай второй гарпун. Так, рвет бросок. Воу, контер влезает. Видеогеймс, найс. Хорошо, достает. Так, оверхед. Все, миксы поперли от видеогеймса, но брейкер отдает Хавьер. Ага, двоечка. Найс, хорошо, врывается видеогеймс. Чуть-чуть хп остается у Хавьера. Еще и в хит пропускает каннабол. Лоу. Там уже микс либо лоу, либо оверхед. Ну и, соответственно, этот лоу пропускает. Хавьер 1-0. До сих пор заходят эти рандомные гарпуны с фуллскрина. Быстрый мув. Это, знаете, быстрый мув для мува, который выводит на комбу. Ну что, второй бой? Так. Кана подстраховал. Ой-ой-ой-ой-ой. Опустил блок. Видеогеймс. Граната! Но не доконфермил, кстати, Хавьер. Интересно. Где джамп-кик-то, а? И просто так много он до 4 пихает, ужас. Так. О, сбивает страйкера. Так. Оверхед поблочил. Угол. Гранатки. Отпушбэчил заодно. D1. Не выпускает из угла видеогеймс. Хорошо. Хорошо, свип заходит и брейкер отдает. Хавьер. Так, найс паниш! Ой, красава, видеогеймс, красава. Как же он запанишил этот гарпун, а? Успел. Шапнулся. Пам-пам-пам-пам. Гранатки.
Воу, отлично. Досталось снова на випаниш. Джелит при помощи лоу. Хавьер и... Ой-ой-ой, убирает страйкера. Аверхед заходит. Ага. 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 Отлично. 314. Сносит. И сразу же фаталбол впечатывает Хавьер. Даже не стал продолжать комбо. Ну и страйкера заодно восстановил. Куда? А где гарпун? Найс! И как доконфермил видеогеймс эти ножи. Прекрасно. Это смерть. Хорош видеогеймс. На нож поймался сейчас в воздухе Скорпион, и, соответственно, видеогеймс был к этому готов. 2-0. Be ready, because he didn't actually, I don't think he punished the teleport with a button, right? Because that teleport normally is like you do the empty teleport and then you do like a jump normal to get massive plus frames. But he was knocked out by the knives. Смотрите, видеогеймс не испытывает каких-то прям серьезных затруднений со Скорпионом. You know, this is what I've been saying. VGY is such a general Shao just specialist in this game because it's he just has all basically. Ну что, Хавьер, что-то Скорпион-то не тащит. Ну понятно, Хавьер это всегда Скорпион. Тут вряд ли можно ожидать какой бы то ни было контрпик. Гоу, погнали. He just has to constantly worry about these projectiles just flying at him. It really kind of keeps him grounded. We have seen that. Хорошо достает. Так. Подождал этого армора. И страйкера не вызвал Хавьер, за что и получил сейчас отличный паниш. 420 сносит видеогеймс. Ой-ой-ой-ой-ой. Конферм. Брейкер отдает Хавьер. Не знаю, все для него очень плохо выглядит. Все очень плохо выглядит. Выпрыгнул, блин, но где же паниш? Где же джампкик? Хавьер. Твою ж мать. Так. Чипуем. Так. Ну, не знаю, очень тяжело будет камбэкнуться с такого. А видеогеймсу это не надо, говорит. А зачем мне гоняться за тобой? Так. Чипуем, ножи, чип. Воу! Это шанс! Это шанс! Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это шанс для Хавьера. Видеогеймс буквально подарил сейчас шанс. Так, бьет. И да, это камбэк с пикселя от Хавьера. Да, видеогеймс. Да. Такое преимущество сейчас потерял. Паниш. Микродакнул под броском. Оп-оп-оп. Есть паниш. Лоу на оки. Ага. Оу, дропает видеогеймс. Что это такое? Вторая ошибка серьезная. За один бой. Так. If Javier wins this round, it is 100% not over because that is like momentum. He has like clawed back from the depths. He definitely feels so much stronger in neutral right now. Ooh, jump back, but nothing. Покет. О, Аверхед заходит от видеогеймса. Ай-яй-яй. Думал, что заблочит. Хавьер думал, что заблочит видеогеймс эти бомбы, поэтому бросил. Где гарпун? Опять нету. Хорошо, и доконфермить? Да, доконфермил видеогеймс. Ой, красава. И это раунд за ним. Матчпоинт. Уже мог и убить. Матчпоинт пока что. Оу. Так. Хорошо, есть R2F видеогеймса. Так, прессинг, миксап, оверхед.
Ну, поблочил Хавьер на этот раз. Ой-ой-ой. Есть конферм. Лоу. Не в ту сторону. Рвал бросок сейчас. Видеогеймс. Паниш! Ой, как махал неаккуратно. Брейкер, да, брейкер есть. Оп. Мало хп остается у Хавьера. И фаталблоу нету. Так, видеогеймс осторожно пытается подойти. Так. Так. Хороший флоус-блок. Еще один. Ах, достал! Сам не поверил, сам не поверил. Видеогеймс, но тем не менее, Стомп заходит, и это 3-0. Таким образом, Видеогеймс Йо сбрасывает Хавьера в лузера. Причем так очень уверенная от него игра. My goodness, what was it? Shao Darius at UFA. Неплохо. My man has been video gaming with General Shao and is now Grand Finals winners side. You know, I was saying before about VGY would really benefit from like a true, like high placement today. Get a nice chunk of points added on to those каких-то проблем, знаете, не возникло у него против Хавьера, против Скорпиона. This is the way, but really fun match altogether. 3-0. I did not expect a sweep. I really did not. Letting Kano do the work. And that's so powerful to have an ambush that can let you do that. You are not putting yourself at risk. And yet, призовой $2500. Ну вот посмотрите, как наконфермил сейчас Видеогеймс, а? Chef's kiss, and it killed too. Oh, so much damage. Didn't even need that last chunk. And there, of course, game number 3. Huge round. That one right there. Yeah, this big one where Javier barely stayed alive thanks to his breaker and then fought back. It seemed like, I agree with you, it seemed like maybe that was the beginning of things turning around in his favor, but явно знал, явно понимал, что делать со своим оппонентом. Ну а мы переключаемся на полуфинал лузеров. Боки против Джоша TQ. Внимание, как раз таки Боки и сбросил Джоша TQ в лузера со счетом 3-1. Ну а сам упал в лузера, проиграв Хавьеру, собственно. Так что тут сложно сказать, кто из них является фаворитом. Да, Кунлао против Люкана, да, все верно. Кунлао-Гора против Люкана-Кунлао. Ну и победитель выходит против Хавьера. Is safe against everyone Ну, нормально. except 6-frame characters. You know, he's got a lot of -7 options that normally allows him to just be extremely aggressive. Because even though he's going to be -7, it's safe to most characters because most characters' fastest button is 7 frames. You know, I'm not going to go overly technical, but basically Но Джонни Кейджа он может, конечно, взять, when you can't punish, но he я не has the знаю. threat of an armored attack, so even though his turn should be over, Хотя he может, can throw в out принципе, armor, может, so да. you have to respect it. Посмотрим. По крайней мере, все-таки основной у него персонаж это Лю. Как ни крути. По крайней мере, против этих против Рейденов он умеет играть. Очень даже. Очень здорово флаусблоки сетапит. Но здесь уже другой момент немножко. Потому что Кунлао это персонаж, у которого вот этот его знаменитый армор сейфовый, плюсовый с гора, и еще и на комбу выводящий. Ну и этот миксап сумасшедший. We'll see how it goes. But what we've seen Boki play, I think what I've liked about his play so far today is that it's not the stuff that I really expect when I see him play, that kind of like get in there, mix it up. We have seen that, surely. But we've also seen slow play from him. You know, he hasn't needed to get in there right away. He's been comfortable, looking for the right moment. Дайв-кик сразу же начинает. Бросок рвет, показывает Боки.
уж броски-то он рвать умеет. Потому что Джош TQ в прошлый раз в предыдущем бою своем против Канимани бросал такое количество раз, что просто как-то даже неприлично, знаете, было. Хороший конферм от Джоша. Арморчик, да, всегда надо ожидать армора от Кунлао. Так. Ага. Вот они, миксапы поперли. На Оки попытался еще один миксап оверхед пихнуть Боки, но перележал на этот раз Джош. Бросок не рвет Боки. Оп, оп, тен, смерть. Хорош. Отлично, дамаг. Так, паниш, хорош. Найс бэкдэш и паниш от Джоша. Отличный дамачок, 400 снял Джош TQ. Так. Армором. Врывается Боки. Такой резкий этот мув. Так, оверхед. Достал, смотрите. Все-таки Боки и оверхед заходит от него. Но нету гора для того, чтобы деконфермить и паниш. Все, раунд Боки забирает. Так. Снова этот армор. Есть флаунс-блок, и бросок рвет в итоге. Так. Вив-паниш! Хорош! Очень здорово вив-паниш. Джош TQ использует свои шансы, и в углу оказывается Боки. Хорош. Смотрите, как же эти арморы заходят от Боки. Так, оверхед еще. Лоу, но на этот раз своим армором врывается Джош TQ и... Чуть-чуть хп остается. Воу-хо-хо! Вау. Еще один армор зарешал. Столько этих арморов просто ужас лечит. Тут уж хочешь или не хочешь, но уважать этот армор придется. Приходится. At all points, but also not overcommitting. Yeah, you know, he's not committing to anything that's overly minus in the face of obviously Liu Kang's answers. Неужели повторится ситуация? As we've been saying, just because it is an option doesn't Вроде бы Джош TQ очень зряче так действует. Но тем не менее пока проиграл первый бой. Еще раз врывается Боки своим армором, есть конферм. Оп. Тридцатник. Again, it's another one of those common areas where it's like because something can work, some players will like never do it. So just convince themselves, oh, well, my opponent can do this. What if your opponent doesn't know? What if your opponent doesn't think it's worth it in the moment? That's fine. But you know, if that had not been the follow-up there, obviously Boki gets a huge punish. It's just exactly. Так. The good old high level I know that you know. Yeah. Воу, найс, врывается Боки. Та-та-та-та-та-та. Не знаю, тут уже тяжко, да, тяжко. Смело уже можно пихать все что угодно на мите, и в данном случае это миксап. Ох, пани, что это было вообще, Боки? А? Дроп? Ладно. Так. Ах, почти завивпанишил Джош TQ. Гора, руки вверх. Я не слышу вас. Так.
4-3 наконец-то зашло. Так, найс. И армор очередной. Ой-ой-ой, фаталблоу будет всаживать? Да, всаживает фаталблоу Боки. Просто жесть. Сейчас посмотрим, убьет, нет? Не убил. Причем даже близко не убил. 380. Ой-ой-ой, блин. Да ну! Да ну! И бросок не порвал Боки, и Джош ТК возвращается в борьбу. Хо-хо-хо. Ничего себе. Да, жесть, конечно, какая-то была сейчас. Как не добил Боки? I was sure that opening was going to be it for Boki, but apparently not. Still though, all to play for. It's one of those absolutely crucial rounds though. The difference between 2-0 and 1-1, that's quite the dynamic. Yeah, man. Так. Going away safely there was Boki. And he again is dangerous. Mid range, hold on. Все, прожектайлами залетает, залезает Джош ТК. No flawless. Плюс. Аверхед. Снова эти миксапы от Боки. Ах, микродакнул Джош ТК, но второй удар зашел в миде. Так. Горо. Да ну! Просто жесть. 430 дэмэджа. Боже ты мой. 2 метра вложил сейчас Боки и плюс Гора. Да. Жесткач 2-0. That was the roll it up, huh? Yeah. You had to like pinch it between both forefingers. Каждый раз так близок был Джош. Джордж. Damage from Boki. Джош. That was like, oh, that was too good, man. Boki's too good at this game. I've never even seen that path before. What was that? 2EX like. Никакого Джонни Кейджа. And then Goro toss. Сейчас не время экспериментировать. I've never seen that route ever. Oh, Boki, that was too good, man. Alright, well, now it's on Josh to try to get the recovery going. It's been tough for him to fight in that mid-range where there could be armor plus Goro. The mix-ups of close by Boki have been strong. Oh, armor break. Oh, hang on. That was an interaction. Трейд зашел. Гора в трейд зашел. И бросок снова не рвет Боки. Да, какие-то проблемы с бросками, знаете. Вообще очень плохо рвет. Не он один, кстати. Так. Но, наконец-то! Порвал бросок Боки. Куда полез? О боже, что какой ужас. Так, Никс. Еще оверхед и армор. Твою мать. Жесть. 326. Флаус блок есть. Ой-ой-ой-ой-ой, все перетерпел. И фаталблоу вламывай. Угу. Красава. Красава, Джош ТК. Он все перетерпел. Просто все, что может. Все говно перетерпел, ребят. И Егора там не было у Боки, поэтому не засейвился. Отличный паниш. Редко бросает Боки. Сейчас бросок произошел. СМД4 машет. Ага, хардблок был поблочил Боки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Меняет в сторону Боки. Бросок рвет. Посмотрите, что это в нем проснулось. 2 броска подряд порвал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только Хамео там вытащил Джош ТК, как ему тут же влетело армором. Так, так, Никс. Рискнул с этим ансейфовым армором сейчас Джош ТК. Так, бросок и забирает Боки раунд. Матчпоинт. Перестреливается пока что.
Оп, армор, ага. И Микс все угадал, и вы посмотрите, армор перебил сейчас Джош TQ. Хорошо, меняет сторону. Оверхед поблочил, но лоу нет. Так, ну что, брейкер? Отдает брейкер боки. Так. О, как пропускает боки, ни с того ни с сего, казалось бы, да, F4-3. И один бой Джош TQ забирает. 2-1. Josh has now taken the game. Do we see him begin the reverse 3-0? Or ну что ж, таким образом, once again going to be able to deny any potential comeback before it concludes? Напоминаю, что в винерах Боки победил Джоша 3-1. And Boki's playstyle is in many of these individual rounds anyway. Будет ли такой же результат сейчас? Посмотрим. And it's not always going to work. So if you're Boki, I feel like you shouldn't feel bad about having lost a game here, because all you got to do is get a couple of those mix-ups right. Well, even that third match we just saw, in theory, came down to if Boki found the right opening, he could have just confirmed into Fatal Blow. I think Josh had like, what, 400 and something left? Like low 400s? Which for Kung Lao Goro definitely is like, you know, killable territory if you have it. But regardless, game 4. Сразу же с фаерболов начинает Джош TQ. Because it connected, you get the first hit meter and get right back. Один. Ага. Оп, оп. Личный дэмэдж. Господи, 370 почти. Так, так, прессинг, прессинг. И армором врывается, но Гора подстраховал. D4. Ох, оверхед пропускает Джош. Еще один. И лоу-лоу. Два оверхеда и лоу. Боже мой, миксап и кунлау. Кошмар какой. Армор! Но Гора нету, чтобы добить. Жесть. Вы посмотрите, что делает, а? Боки. Он даже не использовал Гору в этот раз, последний раз. Жесть. That is a shift in dynamic if ever I've seen one. Так. Oh, and now Boki. Бросок. Не рвет. Окей. Хорошо. Армор! И еще раз армором поднимается Джош TQ. Матчпоинт для Боки между тем. Так, Гора есть у Боки, что очень опасно, конечно. Вот он, Гора. Лоу. Заходит лоу оверхед. И воу! Но брейкер, конечно, есть у Боки, так что... Но перебил здорово. Миксы. Бросок не рвет Джош. Ага. Так. О, Гора! Просто Гора! Ай-яй-яй. Гора зарешал, пацаны. Гора лучший. В битве Кунлао против Люкана выиграл Гора. Просто прилетел четырехрукий мужик и снес этого Люкана. Ну что ж, этот бой закончился точно так же, как и их же бой предыдущий. 3-1 в пользу Боки. Ой, жесть. Просто жесть. That, you know, it is unsafe, but you cover it with the Goro sometimes. Sometimes you do, sometimes you don't. In this case, Boki seemed to do it every time. But here it is. Look at that confirm. 1 bar, 2 bar. Goro налетел. Goro fling. And then what even was this? Oh, that was really nice. 430 for that too. That I was not expecting that last chunk of damage. And of course, this was the punish on the armor using that Liu Kang 6-frame privilege. And then, of course, right coming down to the end. But again, his willingness to save that for when it's most likely to work, you know? Because you can do something that's like,
Такое бывает, но сейчас Боки нужно взять реванш у Хавьера. Напоминаю, что их предыдущий бой закончился со счетом 3-2 в пользу Хавьера. Но теперь сможет ли Боки отомстить своему обидчику и выйти в гранд-финал? Ну, напрягает, конечно, Боки знатно. В том плане, что такой, казалось бы, дешевый миксап, ну, так оно и есть, конечно, такой дешевый миксап с этим, слово оверхедом в этой серии у Кунлао, то есть он... Вдумайтесь, эта серия и миксап, по сути, и стагер, по сути, и еще и там можно... Пихнет ли он армор или не пихнет. То есть ты просто боишься хоть что-нибудь нажать. Все что угодно, там, любая пока тебе в ответ может просто армор прилететь. Так что, да, вот это, конечно... С этим справиться могут не все, далеко не все. Ну, Хавьеру удалось как-то справиться, но с натяжкой, с счетом 3-2 там очень близко все было. Но посмотрим, сможет ли Боки на этот раз отомстить Хавьеру. Погнали. Сразу с арморчика начинает. Еще и сейф. Еще и сейф, да, еще и сейф, между прочим. Найс. И... А вот и страйкер подошел. Подстраховал. Привет. Ага. Так. Оп. Хороший фоллсбок от Хавьера. Горо. Аверхед. Еще один. И лоу, но армором вырывается. Хавьер, хорош. Ответный армор, но город не было у Боки, поэтому... Найс, а где гарпун? Не сделал, не сделал. А сейчас есть конферм, и еще и фаталбол всаживает. Хавьер. Сейчас дамаг хороший будет, но не смертельный. Бам! Пиксель 1 пиксель просто остается Гору. Ахаха! Апперкотом промахнулся сейчас Боки. Буквально из-под апперкота убежал с телепортом Хавьер. Так, все, Лоу угадал. Паниш через страйкера, пацаны. Успел вызвать. Найс, конферм, 380 снимается. Ой-ой-ой-ой-ой, как же попадается Боки, брейкер отдает. И двойка снова заходит от Хавьера. Все, это смерть, это смерть. Если не дропнет, конечно. Нет, не дропнул. 1-0. Как уверенно начал Хавьера. Стоило угадать пару миксапов. It was a proper like Mortal Kombat corner combo where it's like slight juggle into like down 2. They do that animation, but they stay in the corner and then you follow up from it. I've been seeing those uppercut combos ever since MK9. It's great. But Javier, a much more aggressive. Ну так, уверенно Хавьер, знаете. Как будто и не проигрывал только что видеогеймс. A lot more aggression, a lot more actual raw openings. Obviously still playing that keep away style when relevant, because it's still Scorpion and one of his best strengths is that movement and how well he can just move away and using that properly, but this time a lot more bursts of aggression in between. I would say in my mind it's that, and then it was those two defensive counter call moments where he got combos out of grenades and the big damage that were the two big changes that we didn't really see as much in this set. We've seen him do that in other sets now. I'm happy to see more of it. Оп, арморчик! Господи. Господи. Хорошо. В углу оказывается Хавьер сразу же с начала раунда. Горо. Ой-ой-ой, пропустил в хит Боки. Есть бросок. И найс! Хорош конферм от Хавьера, этих бомбочек страйкера. Так. Оп! Ой, ничего себе, как перебил Гора сейчас. Арморчиком врывается Боки, но не было Гора, чтобы накомбить.
Ой-ой-ой-ой-ой, все, убивай. С фулл-скрина достал, ребята, с фулл-скрина Хавьер достал. Снова на гарпун. Слишком быстрый стартап. Не успевает реагировать боки. А блок сделал, но нет. Броском. Ой-ой-ой. Зонинг со Скорпионом. Это опасно, потому что, ну, граната с страйкером может прилететь, и он может закомбить фулл-скрина при помощи этого, при помощи гарпуна. Ой-ой-ой. Брейкер отдает, да, боки. Бока спешл. Хороший флаус блок от боки. Наказывай. Да, да. И тут уже Гора не поможет тебе. Ну что ж, 2-0. Очень уверенная пока что игра от Хавьера, более чем. Не смущает совершенно его миксапы эти. Он такой, чё миксапы? Да я съел их и не заметил. Не знаю, если Боки сейчас кардинально что-то не поменяет, то этот геймплей не сулит ему победы. But we've seen him make the reverse 3-0 before, so I'm definitely not going to put it past him. Actually, I know I've been saying that a lot today, but for Boki, I really mean it. Yeah. Genuinely, this time, I really do mean it. Ну что ж, погнали. В предыдущем их бою все-таки Боки 2 боя смог забрать у Хавьера. Но сейчас все кажется для него гораздо хуже. Гранатки. Еще. Так. Гору. Оп, микс. Угадал. Не знаю, угадывает там Хавьер или читает там эти миксы. Так, оверхед. Еще. Третий оверхед. Четвертый оверхед. Капец. Пятый оверхед. Смотрите, что делает, а? Армор. Найс, хорош. Отличный паниш от Боки. Рассчитал он дистанцию. Еще один оверхед. Еще оверхед. Сколько он оверхедов сделал уже? Ну тут сложно уже что-то камбэкнуть. Замиксил оверхедами. Не рискнул антиэрик, и граната залетает в хит. Конферм через двойку, удобный у Скорпиона. Окей. Найс. Нету флоу с блока, но есть армор. Армор паниш. Однако Гора нету. Так. Да, это и есть тот самый оптимальный геймплей. Есть конферм. Так. Оверхед. Микс. Ах, двойка не наказал. Ой-ой-ой, ну двойку всаживает Хавьер, все убивает. Тут даже фотоблоу не надо тратить. Окей. Матч. Point. Yeah, I believe Gora Raise the Roof is the fastest ambush striker in the game, so that obviously comes with quite a... Граната! Врывается сразу же. Боки читает гранату. Так, стагерит. Граната далеко. Но выбирается из угла все-таки Хавьер. Так. Ага, и, кстати, ждал, когда армор сделает Боки. Еще оверхед. Лоу на этот раз. И еще оверхед. Эмпти джамп бросок. Окей. Второй удар пропускает. Так. Ага. Очень осторожничает
Хавьер. Страйкер у него заполнен. Бомбочка может прилететь в любой момент. И понимает это Боки. Так. Микс. Еще один микс. Ой-ой-ой. О! Где гарпун? Где гарпун был, Хавьер? Черт возьми. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот он гарпун. Брейкер надо отдавать, конечно. Конечно. Один пиксель остается. Бросок пропускает. Да ну. Да ну. Да ну! Боки, как ты мог? Как ты мог, Боки? Вот это да. Вот это да. 2 секунды оставалось уже. Боже ж ты мой. Боки, Боки, Боки. 3-0 в пользу Хавьера. Не смог Боки дотащить свою победу. Она была близка, прямо скажем. Но не судьба. Не в этот раз. Жесть какая. Эффективный геймплей, да, пацаны. Да, имел шанс этот бой забрать Боки. Просто один пиксель остался, и как же долго выживал Хавьер на нем. Просто жесть. Обидное поражение, но поражение есть поражение. 3-0 в пользу Хавьера, который выходит в итоге в гранд-финал против видеогеймса. And this is going to be exciting because, of course, we saw them play in winners finals. That was, I think, going into that winners finals, we'd near enough seen only game 5s, pretty much close to. Да нет, Хавьер-то не перестал зониться. Почему? Он зонится, если ему позволяет это. The general shout with the Kano, and we were just seeing pure aggression. Plenty of mix-ups, absolute blender, maximum damage. Но в последнем бою, кстати, очень много Боки миксанул. Просто и этих миксапов зашло крайне много. Ну что ж, таким образом, впереди нас ждет гранд-финал. Видеогеймс Йо против Хавьера. Собственно, видеогеймс, который и отправил Хавьера в лузера в итоге. Посмотрим, насколько Хавьер, прежде всего, сможет что бы то ни было сделать. Да. Концовка была интересная, да. Не додержал, знаете, Боки свою победу. Чуть-чуть не додержал. Вот он был близок к ней. Ну, что поделаешь, не судьба. Yeah, I feel like looking at the way, or just remembering how the set was played earlier on, I feel like Javier was, like, you could see method in how to stop, like a lot of down three гранаты, obviously Shao not known гранаты Копчика. Копчиковые гранаты. Были хайвые, однохитовые. Ну, копчиковые, когда у тебя в копчике гранаты, это уже надо к врачу обращаться. Потому что это явно что-то не то. Копчиковые гранаты. Но впереди у нас ждет все-таки последний бой, это гранд-финал. Ну, конечно, посмотрим, что Хавьер придумает против видеогеймсов. В предыдущем бою все было достаточно однотипно. Видеогеймс хоть и читал все эти... попадался на этом зоне, но все равно вблизи там миксы эти регулярно его заходили. Погнали. Сейчас посмотрим, чему научился Хавьер. Лоу-лоу. Слоу-лоу начинает, по крайней мере. Ага. 3-4, аверхед и арморчик от видеогеймса. Возвращает себе секиру. Those of you watching that might be new, of course, this is the first pro competition event for EU West. Let me just quickly explain. This is grand finals. Video games Yo is here on the winner's side. It's a double elimination tournament. Ой-ой-ой, найс, выпрыгнул сейчас здорово Хавьер. Ага, есть конфер. Окей.
И бросок на ресет. Убирает страйкера. Это тоже важно. Но это раунд. Оп, оп, оп. Хорош, Хавьер. Первый раунд за ним. Так, канабол мимо пролетел. Оп, 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 оп. Видеогеймс никуда не торопится. Так. Да, был готов к этому телепорту, слишком злоупотребляет Хавьер. И видеогеймс на этот раз наказал. Ох, Хаверхед заходит на плюсе. Микс на миксе. Так. Бросок. Ага. Найс. Так, ножи. Чипует. Видеогеймс чипует. Ну, тут тяжко будет, конечно, камбэкаться с такого. Просто на заднем плане это камео дерутся, а на переднем плане главные персонажи сидят в блоке. Так. Хорошо. Аверхед пропускает. Хавьер. Паниш! Да, был готов. Видеогеймс. И слишком поздно вызвал страйкера Хавьер. Что и поплатился. И посмотрите на этот сладкий дамачок. 430. Ага. Так, сейф. Ой-ой-ой-ой, и граната влетает от Хавьера. Успел он засетапить. Брейкер отдает видеогеймс. Очень тяжело будет камбэкаться с такого. Бросок мимо, но ничего не сделал. Хавьер побоялся лезть. Так. Паниш. Ау. Так. И сразу фаталблок вкачивает. Даже без чит. Ой-ой-ой, как ошибается. Ошибся. Хавьер обычно, видите, там 4 фаталблоу делает, а здесь просто фаталблоу сделал. И из-за этого, в общем-то, сейчас просто раунд был проигран. Да, что-то как-то не очень это было. Хавьер. Ну, явно инпут-эррор, конечно. Plenty today, you know, just really good comeback, usually off the back of hitting a fatal blow, confirming to big damage, and then finishing off the rest. Had the opportunity to do so, just drop the combo. The good news is losing because of a combo drop is the easiest problem to fix, because it's just your own execution, right? It's just don't do it next time. Второй бой. Пока что видеогеймс продолжает свою победную серию. Затряслись ручки, ножки, не знаю, что еще. Ой-ой-ой, достает все-таки видеогеймс. Ага. Ага. Да, он знал, что будет армор, и поэтому ждал. Ау, Аверхед заходит от видеогеймс и дропнул комбу. Так. Аверхед еще раз, еще Аверхед, армор. Так. Страйкер есть. Ждет реверсала сейчас видеогеймс. Этого экзового пробега. Так, чипует. Так, успел поблочить. Видеогеймс очень терпелив. Ничего не делает. Ему это не надо. Гоняется за Скорпионом. Оу, трейд. Свип в трейд. Окей. Есть паниш. И чуть-чуть граната зацепила у страйкера. Not going to be there for a while now, so no easy safety for Javier. This may be the time for VGY to get things going. Бросок не рвет, Хавьер. Yeah, and he does. Так, ответный бросок рвет, но в другую сторону видеогеймс.
Оу, и все-таки поймал. Но Кана подстраховал на этот раз. Так. Опасно, опасно. Телепортится так Хавьер. Видеогеймс уже показывал, что он может армором вот эту тему контрить. Вау, красава, Видеогеймс. Хорош. И брейкер вынужден Хавьер отдавать. Двойка. Залетает. Но где конферм? Нету. Да. Но еще не все потеряно для Хавьера. У него есть фаталблоу. Ой-ой-ой, чипует, стагерит. И да! Дожимает все-таки Видеогеймс еще один бой. 2-0. Ну, пока что... Так. Тяжело все смотрится для Хавьера, очень тяжело. The worst kind of drops, right? Ones that either result in the loss of the game, or like directly, or it's a combo that would have killed and now you didn't get it, right? The worst kind of execution errors. And now that does put VGY 2 up. It's tough for him to play, I think, against the way that VGY is letting Kano do a lot of the work. Ну что ж, Видеогеймс осталось выиграть всего один бой, чтобы затащить этот турнир. But against VGY, VGY's not like his point character moving forward. He's calling knives, and here's a perfect example. Calling knives to let that do the work, and that means he's not really putting himself at risk. So he gets to move forward, but he's not doing it in a way that's like risky. Ой, армор, да, Видеогеймс, хорош. Свой армор делает все-таки Хавьер. Рискованно, за это он уже один раз поплатился. Ну, смотрите, регулярно так бросает. Двоечка. Далеко достает у Скорпиона двойка. Ага. Осторожничает. Видеогеймс с этим камео. И оверхед заходит. Ой-ой-ой, не ожидал этого Хавьер. Что получает еще один оверхед. Стагер, стэптен. Еще оверхед. Смотрите, блочит все. Найс армор. Второй удар. Вылетает, и это матчпоинт. Торнамент-поинт для VGY. Отлично, антиэр. Ага, через стендовую однерку. Оп. Найс. Хорош. Найс, 432. That hasn't been what Javier's gone to. He's basically it's just grenades. Yeah, it's basically just a grenade machine for Scorpion's D1, нажелил. Оп. Ножи. Ой-ой-ой. У Шао 2 армора, если, когда он без секиры, он возвращает секиру, то он армором идет. Найс, хорошо, дахнул. Есть микродак и есть паниш. От Хавьера убивай. Ага. Идеально. Отыграл раунд. А, еще да, на броске есть, точно. Так. И все-таки залетает этот гарпун с фуллскрина. Нет, да залетит. Так. Свип. Ой-ой-ой, нейтралджам заходит от Хавьера. Ага. Хорошо. Отличный дэмэдж. Лайфлит очень большой, конечно, у Хавьера. Такое камбэкнуть будет тяжело. Ой-ой-ой, все, смерть. Ну что ж, 2-1. Отыгрывается Хавьер. Точнее, отыгрывает один бой. Говорит Хавьер, это еще не конец. Зря вы меня похоронили. Мы еще поборемся. I know for some of the moves it's like 3, but generally speaking, if you call your cameo and they get hit by something, they won't even be starting to recharge for like 6 seconds. And then they start to recharge. And during that 6 seconds, you can't call them out again. So if you are using them in the neutral like that and they get hit all the time,
Но видно, знаете, что очень прям тяжко Хавьеру. Потому что та дешевая фигня, которую он привык всех кормить, уже здесь против видеогеймса не работает. Потому что видеогеймс умеет явно ее контрить. Умеет, когда надо и где надо, главное, всаживать армор. Так. Правда, вот сейчас он не всадил. Гранатка! Не рискнул двойкой махать сейчас Хавьер. Так. Ой-ой-ой, канабол прилетел. Хороший плавосбок. А? Миксы? Ну нет, бросок порвал. Оп-оп. Подождал армора сейчас видеогеймс, но Хавьер не сделал его. Отличный дамачок. 330. Ага. Аверхед! Ой, пропускает Хавьер. Так. Так. Пиксель остается. Чипуем. D1. Подождал и D1. Очень аккуратно дожал видеогеймс Йоу. И таким образом это уже третий для него матчпоинт. Где конфермы? Где двойка, Хавьер? Где? I think because the button hit. Yeah, I think it's because the move hit and then the grenades did. I think that would have been one of those like there was a previous one that, yeah, I guess. But we would have still had advantage at the very least. Хорошо. Оп, оп. Okay, Javier has all the bar in the world to play with. Spending one now. Nice. Oh, such a cool combo, man. I love that. Very pretty. Ой-ой-ой-ой-ой, полез сейчас видеогеймс, и ему прилетела граната страйкера. Просто шел и наткнулся на гарпун. Убивай. Почти убивает Хавьер. И это 4-й торнамент поинт для видеогеймса. Оу, и снова та же самая ситуация. И та же самая граната. Ага. Так. Угу. Найс. Брейкер поберег сейчас видеогеймс на последний хит. Ой-ой-ой. Ну, не знаю, здесь сложно будет камбэкнуться с такого пикселя. Так. Аверхед поблочил и... Да, здесь уже хп на армор просто не было у видеогеймса, поэтому сбивает его Хавьер, и это 2-2. Отыграл еще один бой. Ничего себе он дает. Уже 4 торнамент поинта не реализовал видеогеймс. На удивление. For like squeezing out as much damage as he can, so the next hit it's enough to try as much. And now we are on the verge of a potential bracket reset. From a dominant 2-0 lead from VGY, we are now looking at a potential reset. This is the grand finals I think we wanted to see. Хавьеру нужен еще один бой, чтобы сделать ресет. It's transformed the entire neutral game. Yeah. Поехали. Effectively removed Kano from the equation. Оу, гранатка, и не поверил, Хавьер, не поверил, не сконфермил. Такое чувство, что чуть-чуть торопится видеогеймс. Так, отходит назад Хавьер, осторожничает. Так. Бросочек. Аверхед заходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Махал. Видеогеймс и выпрыгнуть успел все-таки Хавьер. And so right away, Javier with the grab again, back to a comfortable range. Again, snipes out Kano. Ой, достает видеогеймс. Нету паниша. И Аверхед поблочил Хавьер.
Уже не такая, знаете, концентрация у видеогеймса, которая была. Но, тем не менее, 15 секунд остается. Мало времени. Мало времени. 10 секунд. Однако есть Fatal Blow. Так. 5 секунд. 4, 3, Fatal Blow. Поблочить, да. И ничего не надо делать, Хавьеру. Ничего не надо делать. Просто подождать. Так. Первая из 3 квалификаций в регионе Западная Европа. Бросочек. Так. Ресет брекет point между тем наступил уже для Хавьера. Оп, убирает Хана. Кантер-хит. Так, есть конферм от видеогеймса. Лоу. И бросок. Насадил на топор. Спасибо за рестримы туриков. Сакура, спасибо за 200 рублей. Спасибо за донат. Я рад, что рестримы нравятся. И тем не менее, тем временем, точнее, видеогейм забирает раунд. И это уже 5-й торнамент поинт для него. Спасибо, Сакура. Бросок. Не рвет бросок Хавьер. О, боже ты мой. Бойко заходит от Хавьера. Оп, 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 оп. Так. Гранатки. Опасно. Ой-ой-ой, конферм. Так. Хорош. Лоу. Стом. Там угадайка была от видеогеймса. Свип. Так. Fatal Blow. Горит. Лоу пропускает, но брейкер есть. Брейкер есть. И последний шанс. У Хавьера остается последний шанс. Граната залетает. Так. Ага. Ну что, последний шанс у Хавьера остался. Так. Оу! Бросок! Не рвет. Не рвет видеогеймс. Так. Граната. О, боже ж ты мой! И врывается армором все-таки. Тибэк фаталка от видеогеймса. И таким образом... Ну, тибэк. Фатал просто по упавшему противнику. О, боже ты мой. Добил все-таки. Добил видеогейм своего оппонента. Затибэгал, по толбу пихнул. Ну что ж, друзья, таким образом видеогейм Сьот дожимает. Дожимает, непростой бой для него оказался. Последний. Он так легко первые 2 боя забрал. Просто вот так вот вкатал в землю Хавьера, но потом Хавьер все каким-то чудом просто забрал 2 боя в ответочку. И не сказать, что прям очень сложно тоже. Вот. Но последний бой был, конечно, очень и очень близким. Итак, вот она, финальная табличка. Финальная табличка результатов топ-8. Напоминаю вам, что 7-е место заняли Ройтер, игрок из Бельгии, и также Зензей из Великобритании. 5-е место заняли Лоу Коридор и Хани Мани. О, 2 Рейдена, кстати говоря. 4-е место занял Жош Тикью за Люканга. 3-е место взял Бокки за Кунлао. 2-е место получает Хавьер, игрок за Скорпиона. Ну и победителем выходит из этого турнира, наверное, главный фаворит, либо один из главных фаворитов, видеогеймс Йо, игрок из Великобритании, за генерала Шао. Блин, ну зато, знаете, последний раунд был очень веселым, очень близким, как и подобает подобного рода ивентам. Было прикольно.